Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это Шум, давненько не виделись. Всем большущий привет, спасибо, что дождались. Пардоньте за, вот, скажем так, непунктуальность. Очень много интересных материалов, очень много, что хотелось бы сегодня обсудить и о чем пошуметь. Как всегда, начинаем оперативненько играть в города. Кто откуда, пишите. И, конечно, правила очень простые. Если вы пишете и слышите в этой игре любимый населенный пункт или известный вам населенный пункт, ставьте лайк. Вот и все. Пишите, откуда вы. Ну, а мы сегодня в этом замечательном шуме. Почему он замечательный? Да потому что он дает возможность высказаться. Вот так вот, наотмашь, откровенно. В конце пообщаемся обязательно с вами, поэтому оставляйте там свои вопросы, мнения, какие-то вещи в сообществе YouTube, в клубе зрителей Шелест. Ну и в чат, конечно, пишите в финале. Ну а пока поиграем. Кто откуда, друзья? Кто откуда, кто на связи? Отлично, Подольск шумит. Ура! Прага на связи. Замечательно. Таганрог тоже. Ташкент, Узбекистан. Большой привет. Вкусный плов у вас, наверное. Александр Афины с вами всегда. Спасибо огромное за теплые и добрые слова. Спасибо большое за лайки. Добрый вечер из Берлина. Шумы — это платформа мира. Да, но не всегда. Потому что, вы знаете, ну вот на самом деле платформа — это мира так загажена голубями, я не говорю ястребами, голубями войны. Но они правда все какие-то голубки. Ну сегодня саммит Г7, слушайте. Где, если честно, мне Трампа жаль. Мне жаль. Он проносится, так сказать, над этим всем действом. Вокруг него все лебезят, вот это вот все, вот это кланяются ему. Слушайте, ну на самом деле нет, нет, это не его уровень, не его лига, не его. Он видит другую политику. Ну, об этом поговорим позже. Оренбург, Донецк, Киев, прекрасно, Крянж, Франция, Тверь, Севастополь, привет, Нария любит. Шум, Кайзерслаутерн с вами, спасибо. Ровно шумит. Лопатой. Это да, вам ваши в Ровенской области так хорошенько приложили, ТЦКшников. Причем самое интересное, 3 здоровых лба. Один там такой необъятный, 2 таких вроде спортика. Один мужик, ну такой в возрасте, и второй, ну прям лопатой его. Дед разогнал лопатой. Слушайте, я помню пацанами, когда там яблоки как бы трусили в соседних в частном секторе, в участках. И то как-то так вот шустрее были, да? А те, ну мы не дрались, конечно, с теми хозяевами, но тем не менее, послушайте, ну это какой-то позор. Ровно, спасибо большое, что смотрите. Измайлова шумит, Бердянск, Саша шумит, отлично. Лозовая тоже здесь, Славянск на связи, всем мира, добра и света. Ох, лупили сегодня по Славянску стволкой. Уже ствольной артиллерии, поэтому действительно мы как бы подбираемся к вот такой очень трагической развязке войны, которую как бы все вроде как воспринимают как должное. То, что на Донбассе происходит, с Константиновкой, со Славянском, с Лиманом, внимание. Александр, так, выложите обложку в хорошем качестве, очень хочу такой постер, привет из Брянска, спасибо большое, Лора, выложим, если хотите, выложим, спасибо большое, Васюки, Порт-Кантон шумит, Брянск, привет, Махмуты, Кривбас шумит на связи, Тель-Авив на связи, друзья, пока пишите, откуда вы, от Бутурлиновка на связи, Минск, привет, Эвиан шумит, там, да, там шумно, Кривбас, спасибо жителям Кривбаса за президента Зеленского, значит, приблизил ли саммит семерки мир в Украине? Вот такой простой вопрос. Ну, все, знаете как, простота, она, конечно, хуже воровства, но давайте тоже честно, да, вот все-таки на всякого мудреца довольно простоты. Приблизило или нет? Варианты. Да, скоро все увидим на поле боя. Нет, все так же будет тягомотина. Вот это, кстати, сейчас пока лидирует этот вариант. Я вот тоже вот тягомотина. Нет, это жуткие трагедии, горе, разочарование. Но в целом, если посмотреть, понимаете, все вот это потянут, а вытянуть не могут. Только отдалил саммит семерки мир, отдалил, то есть сделал его еще дальше. Все могло решиться вот сейчас в этом окне возможности июня. Ну или еще один вариант, приблизить могут только украинцы, объединившись, саботируя войну, плюнув на все это, создавая вот эту атмосферу еще больше, сплочаясь вокруг мира. Вот только украинцы могут это все сделать. Ну такой вариант, опять-таки, посмотрим, кто победит, кто из этих вариантов, обсудим в самом финале. Росточка шумит, шумеет Сан-Франциско, город стиль-диско, отлично, прекрасно. Екатеринбург приветствует всех. Чемпионаты мира надо проводить на нашем континенте. Безобразие, матчи поздно ночью или под утро. Слушайте, я как в Бразилии был.
Ужас просто. Кто их смотрит вообще? Для кого это все? Да, я с вами согласен. Вообще надо не чемпионаты мира, а чемпионаты континентов. Ну, что, есть же Африка, например, да, там в Азии есть. А чё, интересно, что ли, там, да? Интересно? Нет, ну, я любил футбол, следил за футболом. Сейчас, конечно, на чемпионат мира, вы правы, не хватает времени. Грозный шум, привет, Грозный. Плауэн шумит, Харьков, Литва, наверное, да. Фагеренс, Норвегия, спасибо большое. Мурманская область. Так, Сенегал, ух ты, привет вам, Сенегал. Так, Киржач, Владимирская область, Новая Москва, привет, Тревога, Днепр, ага, так, с нами Канада тоже, прекрасно, Мариуполь тоже, и всем привет, пишет Ольга. Ольга, привет и вам, Краматорск шумит, спасибо большое. Друзья, ну что ж, давайте начинать шум, и, конечно, будем начинать с вот этого замечательного сходняка в Париже. Вчера еще прибыл, собственно, Трамп и порадовал мертвой рукой. Ну, не в плане военных вооружений, а вот он как бы праздновал. Он уже все, он уже могучий старик. 80 плюс категория, так-то, на секундочку. Ой, это жена Макрона, кто не понял. Жена Макрона, у которой большие, скажем так, претензии на то, что она, ну, очень такая, не просто мужеподобная, а еще и кое-что эдакое. С Макроном быстренько, привет, Макрон. А жена прям интересно стала Трампу. Что ж такое? Любитель красоток зацепил руку Бриджит Макрон на целых 13 секунд. Нет, ну здесь в ускорке. Макрон уже, ну хватит, Дональд, хватит. Я понимаю, красивая, но она моя. А твоя. Он просто хотел заглянуть в глаза Бриджит Макрон и увидеть то, о чем судачит весь мир. Так кто же она, эта королева Франции? Кто же? Он решил оценить руку, которая может как приложиться к Макрону. Вообще, конечно, это все происходило на фоне триумфа. Ну, такого деланного, но триумфа Трампа. Он же заканчивает войну в Иране, представляете? Удастся что или не удастся. Но Армуз сегодня разблокировали. Он так сидел и говорил, нефть потекла через Армуз, все классно. Почему я акцентирую на этом? Непонятно, что там будет дальше, ну, как бы сейчас обсудим в процессе шума, но все ждали его хромой уткой. Ну, как бы, ну вот это вот все, ни войны, ни мира. Иран то постреливают, то не стреляют, то по Израилю, то по базам, то по кораблям, то еще где-то, то вертолетик возьмут и собьют, иранцы, да, то как бы блокируют, то попускают блокаду. А сегодня вот все заканчивается, и заканчивается максимально делано на триумфе. Европейские лидеры, которые не помогли Трампу и отфутболили его, ну, по понятным причинам, они все-таки ему не друзья, и это видно. Трампу не друзья, вот это сборище, это абсолютно, скажем так, глобалистическая тусовка, не его поля ягода, это глобалистическая тусовка всячески пытается и до сих пор укусить Трампа, причем в том числе и физически ликвидировать, между прочим. Да-да. Так вот, 17 стран уже на фоне вот этой победы заявили о том, что они тоже готовы снимать, внимание, санкции против Ирана. Это прям очень серьезное заявление. Изначально совместное заявление опубликовали Великобритания, Франция, Германия, Италия, и присоединились потом Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская республика, Эстония, куда же без них, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия. 17 стран готовы снимать санкции с Ирана. Это ли не победа Ирана? Конечно, победа. Очень нужна нефть Ирана, потому что все видят, как хорошо, как все классно потекло. Нефть падает. Ниже $80 сегодня была отметка, и Трамп заявил, что пролив сейчас открыт частично, полностью откроют его в пятницу, то есть когда все подпишут. Соответственно, пока что электронный договор, и остается все меньше и меньше времени, да, до этой пятницы, до 19 числа, чтобы каким-то образом Израилю вклиниться и что-то сделать, как-то изменить подходы, помешать этому. На секундочку, во время этого пик российского экспорта припал,
Bloomberg сегодня так и написали, российский экспорт нефти достиг максимума с начала года. Так как Украина атакует российский НПЗ, то Россия вынуждена, это формулировка Bloomberg, вынуждена продавать нефть, а не перерабатывать ее. Средний показатель отгрузок сырой нефти составил почти 4 миллиона баррелей в сутки за период до 14 июня, а средние потоки, это 3,5 миллиона баррелей в сутки, превышают среднегодовые показатели за каждый год после вторжения в Украину. Москва нашла готовый рынок для своих возросших поставок после того, как Иран фактически закрыл Ормуз, а Трамп помог Кремлю, сняв санкции с его поставок. Но сейчас Вашингтон и Тегеран планируют подписать промежуточное соглашение. Это может опустить цены, уже опускает, а Трамп распотужничался и говорит, я введу опять санкции на российскую нефть. Вот опять и снова. Ну и тут же что? Тут опять ликование. Как? Вы что? Это же замечательно. Но вы понимаете, какая интересная схема? Сейчас там, говорят, нехватка. Видели видео, наверное, опубликовали на трассе Москва-Санкт-Петербург. Там бьют по НПЗ, понятно. Нехватка бензина, талоны, ограничения. Получается, сырую нефть берут и продают рекордное количество баррелей, плюс рекордная выручка от этого. Конечно, нужно санкции вводить. Как так? Но это не потому, что война, а потому, что нефтяная война прежде всего. В процессе этого сегодня был очень интересный инцидент. Буквально вчера там Стармер хорохорился, я задержал один из представителей теневого флота, судно теневого флота Российской Федерации, причем там видео особо не показали, как-то это все очень пытались спустить на тормоза, потому что серьезная история. А сегодня российский фрегат «Адмирал Григорович», ну, его, по-моему, там подбивали, кажется, или уничтожали, я помню, сообщение было несколько недель назад. Он сделал даже предупредительные выстрелы в Ла-Манше. The Telegraph и Sky News об этом пишут. The Telegraph подает материал очень нейтрально, а Sky News очень осторожно. Короче, корабль Черноморского флота России в последние недели находился у британских вод, в том числе и сопровождал вот эти танкеры теневого флота. Sky News сообщает, что после инцидента британские и французские корабли были приведены в боевую готовность, а сам он произошел после осмотра британским флотом, попавшего под санкции танкера «Смиртас», о котором рапортовал Стармер, причем делал это с гордостью, мол, смотрите, как я умею, я блокирую судоходство. Однако Sky News говорит, что, там просто шла яхта, она там зарегистрирована через Ла-Манш под британским флагом, и они там сначала сирену включили, типа, опасно, ты приближаешься, опасно, все-таки яхта, да, и, соответственно, Григорович, в общем, Григорович пустил сирену, потом сделал предупредительный выстрел в воздух, но не с целью того, что там атака, а чтобы предупредить, может, заснул там кто за штурвалом яхты. Поэтому Sky News очень и очень осаждает эту историю. Вы спросите, почему? Потому что Стармер, хотел выразиться, Стармер непопулярный человек. Он хотел популяризировать себя, выпендриться хотел вчера-позавчера. А пресса и настроение как бы черпает все равно от народа. И вот этот выпендреж, шибко не поняли даже британцы, которые вообще Стармера не понимают в последнее время, и у него большие политические внутри проблемы. И поэтому Sky News говорит, нет, молодцы, все там, сближение, ничего такого, ничего военного, убираем. И максимально нивелируют эту ситуацию. Максимально, потому что, впору, чего уж говорить, Европе прежде всего невыгодно, чтобы условные танкеры ходили в сопровождении военных или имели военных на борту и отстреливались, представляете, от вот этого спецназа, который гордо, героически, все, мне так нравится, все в таких этих камуфляжах спускаются красиво, как в кино, и вот этих безоружных матросов, которые там, то ли там, обычные грузчики, матросы, да, которые перегружают что-то, или рыбу ловят, или еще что-то делают, они вот захватывают, понимаете, гражданские объекты. Смотрится очень круто. Об Израиле два слова, кстати. Сегодня прошла информация из 12-го канала израильского, что Израиль просил США ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном, а ему отказали. Тель-Авив по-прежнему не знает всех подробностей соглашения, которое планирует подписать в ближайшую пятницу. А Трамп пообещал провести пресс-конференцию, зачитать документ слово в слово. Потому что вообще как бы загадка. И прежде всего Израиль абсолютно не понял, что произошло. Крайний, предали Израиль в этой ситуации. Поэтому, конечно же, он продолжает бомбить Ливан. Сегодня
тоже бомбили. 3 последовательных удара нанесли беспилотниками по городу Мейфадун на юге Ливана. В результате авиаударов как минимум 4 человек погибли и несколько получили ранения. Внимание, это сегодня. Это сегодня. Им не дали, не показали текст. Они, ну раз так, ну и будем бомбить. Отсюда, по поводу Ормуза, очень и очень пресса пишет, осторожные какие-то у судовладельцев и перевозчиков нефти отношения. А подождите, а это все реальность или деланность, или надуманность Трампа? И все склоняются, что вполне вероятно может быть и второе. Сейчас на нефти сыграют, там на крипте, на фондах, на, скажем так, на рынках, и опять пойдет все в рост. То есть они как бы продадутся, вот сейчас как бы на низах нефти закупятся, а потом все стрельнет, и они опять продадутся. Гешефт в карман, но в этом весь Трамп, такая у него семья. Помните, кто еще помнит, опять-таки, кто в криптовалюте, я не знаю, там, насколько это популярно, был же этот Трамп-коин. Трамп-коин, какие-то там лютые деньги стоил, а сейчас оп, и все, и нет Трамп, потому что все закончилось. Ловить момент. И вот этот момент многие, ну они же тоже торгаши, владельцы танкеров и сухогрузов, они так смотрят, думают, ну подождите, а сейчас если он торганет и этими ожиданиями, тем более непонятный формат. Смотрите, они подписывают электронный меморандум, потом меморандум физически в Швейцарии к концу недели. Там будет Венс подписывать, Аракчи, наверное, будет от Ирана подписывать. Иран сегодня открывает полностью, говорит, нас все устраивает, все хорошо. Продолжает, кстати, в иранской прессе заявлять иранская сторона, что 300 миллиардов в перспективе будет компенсация, ну, как бы инвестиции в страну. Это опровергают, конечно, все разблокированные средства, а это не опровергнешь. Иран делает шаги навстречу этому. Вопрос, почему? Потому что это в меморандуме. Но текст прочитать в прямом эфире, мой прогноз, не получится, потому что, судя по всему, все очень и очень нечисто, и неделька-другая, как это все замнется, и опять будут стрелять. По Газе же стреляют, а помните, с каким пафосом в Египте это все подписывалось, завершение войны. На саммите в Эвиане, непосредственно в Франции, на Г7. Ну, конечно, все очень лебезили перед Трампом. Очень лебезили. Смотрите, Мерц, это кадры, это нечто, конечно. Вот смотрите. Ну, понятно, там тексты немецкого канала, то есть об Украине и Ближнем Востоке. Конечно, это все для Трампа о Ближнем Востоке, не об Украине. Но это как бы Европа принимает. Европа к Трампу с Украиной, а он к Европе с Ближним Востоком, с силой, позицией силы на Ближнем Востоке и тем, что, ну, мы как бы нормально вас переиграем, уважаемая. Давайте-ка отменяйте пошлины и все остальное. Короче, Мерц, неказистый Мерц стоит, мнет в руках эту футболку, показывает, типа, чемпионат мира, это сборная Германии футболка, и номер 47, ну он же 47-й. Так, смотрите, ручку пожал, но не берет, как-то он даже не встал, Стармер рядом сидит и ржет, не понимает, что происходит, да ему плевать на этого, как бы, Мерца и его подгончик. То есть, смотрите, он мнется, это еще в ускорке, а он и так станет с этой футболкой, и покажет ему, и под нос он ему сует. Смотри, 47, тебе же, блин, должно понравиться, 47, а ему как-то плевать. Да. Ладно. Он сфотографировался, даже не встал. И Мерц, как, ну, скажем так, обгаженный, давайте не будем выражаться, обгаженный стоит там, ловит какую-то фотокамеру, чтобы его сняли. Но потом сделал деланное лицо, это чисто американское деланное лицо, что он доволен, не сложил, не бережливо, нет, а так вот ее свернул, как бы скомкал и положил рядом с собой. Ну вот так, ну вот как-то так. Вот такие подарки, но это же символизм. Как так? Это же символизм. Вы что? Нужно обязательно, скажем так, символически подчеркнуть. Вообще, конечно, подарки у Трампа еще те. Я не просто так сказал, что эти глобалисты убивают конкретно Трампа.
Сегодня скандал. Непонятно что, непонятно как. Но вот этот бой, кулачный бой, UFC-бои, вот эти там на сцене, где немножко скиморнул, ну, закимарил Трамп, там оказалась достаточно серьезная ловушка. Значит, вечер боев UFC в Белом доме, значит, был под угрозой. Накрыли людей и задержали за подготовку теракта. Управляется правительство США элитами, которые приносят жертвы, поедают детей, имеют связи с Эпштейном и находятся под защитой Трампа. Так задержанные вот эти молодые люди характеризовали, собственно, свои мотивы. Fox News со ссылкой на федеральные материалы по делу об аресте одного из подозреваемых, мужчины из Калифорнии по имени Майкл Аллан, сообщают, что следователи зафиксировали переписки, в которых мужчина обсуждал детали теракта, а также карта мероприятий UFC с предложениями о том, где следует разместить снайпера. ФБР изъяло винтовки, боеприпасы, которые, по версии следствия, могли быть использованы для того, чтобы подорвать Трампа. По данным СМИ, все задержанные являются гражданами США. Американские власти считают, что иностранного следа в деле нет. Еще один задержанный, 19-летний житель Огайо по имени Тайсон Прупор. Сообщается, что он потратил около $3000 своих выпускных денег на покупку большого количества боеприпасов, оружия и дополнительных магазинов. По словам следствия, он уволился с работы, чтобы встретиться с людьми, с которыми познакомился онлайн, чтобы участвовать в миссиях разведки, которые, по версии правоохранителей, связаны с подготовками этого теракта. Все на самом деле серьезно. Кроме снайперов, кроме вот этих обсуждений, готовилась еще атака дронами. Дроны сбрасывают взрывчатку прямо на место проведения боя. Трамп поэтому так реагирует на подарки. Именно так он реагирует. Ну а насчет Мерца тот вообще заявил сегодня, что Россия всегда хорошо защищала себя и отбивала атаки, но в своей истории она никогда не была особенно успешна в ведении, внимание, агрессивных войн. Это прямая речь Мерца. Прямая речь. Не хватает усиков и специфической фуражки. То есть Россия всегда проигрывала, когда агрессивная война шла. Только когда она там затягивалась и так далее, тогда выигрывала. Сегодня, как и вчера вечером, говорит Мерц, у меня сложилось впечатление, что президент Трамп постепенно становится все более восприимчивый к такой оценке ситуации. То есть, понимаете, они... И Bloomberg вечером об этом написала по итогам Г7, что они его, обрабатывают на этот счет. Что давай вот сюда. Россия никогда не будет успешна. Никогда, давай. Вот такая вот, понимаете, игра престолов. Смотри, если мы сейчас еще жестче ударим, еще там что-то направим, они сейчас потерпят крах. И они наускивают его на это. Более того, мы сообщили президенту Трампу, говорит Мерц, вместе с президентом Зеленским, что мы готовы к мирным переговорам, однако, а вот тут интересно, эти переговоры должны начаться с правильной отправной точки. Что остается неприемлемым, это требование России о том, что Украина должна отказаться от свободной части Донбасса. То есть Мерц четко заявляет о том, что Мерц Донбасс не отдаст. Мерц не отдаст Донбасс. Вдумайтесь. А потом все удивляются, а что за позиция Европы? Нормально. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ситуация для Украины меняется к лучшему. В 26 году сильно отличается от 25-го. Украина мужественно удерживает линию фронта. Усталость России становится все более заметной. Настало время удвоить нашу поддержку. С помощью первого транша кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, с помощью зимнего пакета мер по поддержке Украины, который будет принят позднее в этом году, Г7 выступает в поддержку сильной суверенной Украины, сказала Урсула. Кроме того, дипломатический источник некий сообщил, что лидеры стран Г7 договорились усилить давление на Москву с помощью санкций в энергосфере, а также поддержать динамику, предоставив Украине средства противовоздушной обороны, средства для лучшей защиты, укрепления достигнутых позиций, то есть ровно то, что просит Зеленский. Возникает вопрос, а зачем он это просит? И как правильно истолковать слова Мерца? Вот бывший военный Арти Грин вещает.
Все рассказывает, как есть. А Зеленский избрал другой формат, то есть продолжение войны любым способом, потому что окончание войны приводило к его запрету. То есть мы имеем во главе государства человека, который заинтересован в продолжении под любым соусом. В этой патетической позе. И вопли о том, что он никогда не отдаст Донбасс добровольно, и что он вообще там добровольно еще что-то не сделает. Вот. Но речь же не только об этом. Речь о компромиссе. В том, что мы могли получить взамен еще что-то. Так, а вот тут, смотрите, Карти Грину по-разному, он когда был у меня на канале, выступали, мы с ним записывали, по-разному писали, комментаторы относились. Он как бы отвоевал, он дроновод, арт-разведчик, короче. Он говорит, так мы могли еще что-то получить. То есть четкий у военного возникает, такой вывод, умозаключение. То есть мы получаем зимнюю поддержку, чтоб ласты не склеили, мы получаем ПВО, мы получаем эти дроны, разработки, все остальное, надо вдвое больше денег, но мы не получаем ничего в качестве компромисса. Помните позицию? Кто вообще помнит позицию, например, об обмене территориями? Например, да, условно, хорошо, Донбасс мы выходим без боя, а вы выходите и без боя из Харьковской области, Сумской области, Днепропетровской области. Например, да. То есть об этом компромиссе речи не идет. Может быть, это имел в виду Артигрин, но может и что-то другое, может какую-то поддержку на восстановление. То есть мы заканчиваем, но давайте, хорошо, там, Россия, не Россия, репарация, не репарация, но Европа гарантирует нам эти деньги. Сколько раз обсуждался вариант о том, что давайте как-то пустим на пострадавшие регионы от войны вот эти российские активы. И Россия, кстати, была не против, потому что от войны пострадали и те территории, которые как бы остались за Россией. Но, к сожалению, не было желания у Зеленского, нет сейчас, находить этот компромисс. И, к сожалению, Зеленский нашел себе союзников в этом деле. Это европейский истеблишмент. Потому что без финансирования и Зеленский не смог бы продолжить войну. А вообще государство падает. То есть мы идем по пути Парагвая в 19 веке. Так называемой Парагвайской войны, после которой могущественное государство там, Латинской Америки превратилось в какое-то четверостепенное. И из демографической ямы до сих пор там не может вылезти. Через 150 лет после войны. Парагвай. Элементарный Парагвай. Вот так это все и выглядит. Вот так это все и читается. И скажите, что военный ВСУшник, который, он гневно, в гневе военном к противнику относится, он вроде как защищает, смылся с этой армии. Он бизнесмен, там, да, его прошлое такое. И он смылся с этой армии. И потому что понял, что идет как бы все не туда, да и по здоровью уже было не то. И что он говорит сейчас? Мы отдали годы жизни, жертв, товарищей. За что? За возможность продолжать тратить годы жизней, смерти и товарищей. За что? За деньги. Конкретно за деньги. Целый ряд встреч у Зеленского был на полях этого саммита. Деньги. Кристалина Георгиева, МВФ. Та самая, которая говорила, что украинцы, давайте рычать, как львы. Смотрите, вообще, конечно, я, если честно, немножко опешил от обилия вот этих материалов. Все его обнимают, целуют. Я не могу понять, почему. Вот не могу. Они его так рады видеть. Они прям с таким... с таким понебратством. Слушайте, да я очень близких друзей там обнимаю только когда 10 лет не виделись условно. Я полагаю, все и многие, а они прям каждый раз его видят и обнимаются. И вот смотрите, очень интересный момент, я хочу, чтобы мы пошумели по этому поводу. Дьявол, он же как бы в мелочах, да, вот так немножко крупнее. Смотрите, он ее обнял, обнял, потом они берутся как бы за руки. И вот смотрите, как сейчас. Очень интересный жест. Вообще у него, конечно, лицо вот такое было всю дорогу. И за столом там за ним. Он там как-то себя не в своей тарелке чувствовал и заходил как-то. Его Макрон, как в общем... как приглашенную звезду, да, как такую, как бы тушку, как вот это вот все показывал, вот давай, вот он Зеленский, вот мы тебе привезли Трамп Зеленского, это наш. Смотрите, ладно, жесты. Лицо, деланная улыбка, где-то такая сконфуженная, черти что с лицом. Не держит уже лицо Зеленский, играть пытается, лицо не держит, но тут очень важный момент, смотрите, как его научили. Thank you so much. Оп! И ручка сверху.
Смотрите, ручка сверху, включил дьяволицу небольшую. Смотрите как. Oh, great. Good to see you. Привет, привет. Разговор тихонько, разговор за столом. Да, ну вот так. Смотрите, какая замечательная видеозарисовка. Но рука сверху у него не только к Кристалине. Рука сверху у него и у президента Объединенных Арабских Эмиратов Бин Заида Аль-Нагаяна. Важно, говорит Зеленский, что в предметной коммуникации мы находимся, всегда желаем мира, безопасности каждому народу, лидеру. Украина поддержала Эмираты и другие государства региона залива в сложный момент. Мы готовы и дальше работать вместе, чтобы наши народы становились еще сильнее. Спасибо за уважение к Украине и украинцам. Умеров, смотрите, как радуется. Это же просто какой-то... Это же точно так научили. Ну, во-первых, да, Умеров тоже рад. Нагаян. Чья ручка вверху? Чья? Зеленского ручка вверху. Понимаете? Зеленский, его научили как бы сверху класть руку на абсолютно другого человека по статусу. Кристалина, ладно, распорядитель подарков, условно. А президент Эмиратов. Но это же как бы жест. Все же так радуются. Но это все замечают. И это, кстати, очень интересная тенденция. Я думаю, что ее заметили. Ну и, конечно, Стармер. Спасибо, рад видеть тебя снова, да, вот. Спасибо, вот моя спутница, прекрасно. Да, да, да. И прогулка. Смотрите. Зеленая лужайка. Он нам что объясняет. И тут тоже, кстати, очень интересные жесты. То есть Стармер, у него рука в кармане. Зеленский, ну, греет яйца, понимаете? Греет. Тоже очень демонстрирует, у кого рука в кармане во время проходки и прогулки, кто как бы босс в этой ситуации. Тут уже как бы ручку наверх не положишь, хотя по лобызации обняться можно. Ну а дальше смотрите, какой деловой, замечательный раунд под зонтиком. Объясняет что-то. Тут вообще ничего не понимает. Английский плохой у Зеленского, но тем не менее. Там Арахамия, все на месте. То есть много встреч было, много. А главное все-таки, ну, хоть и было очень много встреч, это вот это. Так, ну, смотрите, во-первых, все говорят, встреча впервые за 4 месяца. Вот так вот, коленочка к коленочке, стульчик к стульчику. Нечто похожее было на похоронах Папы Римского. Помните? Похороны Папы Римского. Тоже так же поставили 2 стульчика и чего-то быстренько перетерли. Были ли это переговоры? Да нет, конечно. Трамп, судя по его виду, вообще ему плевать. Вообще он, ну, как бы делает очень большое одолжение. Он ему чего-то говорит и просит. У Зеленского, смотрите, вид просящего, у Трампа вид, да я не знаю, отстань от меня. Ну, то есть это заметно. Это заметно и по своему формату. Это заметно по всему. Вот еще одна фотография. Тут уже Рубио как бы вычитывается, кого ты ко мне привел. Умеров здесь рядышком. Умеров. Чей голос, уголовное дело по Миндичу, против которого. Ну и, конечно, очень хорошо сфотографировали господина Рубио по одной простой причине. Не так заметно было, как в прошлый раз, его обувь, которая, вот видите, больше. Вот на пяточку посмотрите. Утопает Холоша в пяточке. Старая история, мы в шуме это показывали, разбирали. Трамп дарит ему обувь, и он в ней ходит. Потому что если ходит не в обуви Трампа, Трамп дает подзатыльник, а как бы надо уважить старика. А обувь на размер или на 2 больше. И он, получается, шлепает.
ну, как в детстве, там, на вырост, понимаете? Тоже очень интересная форма издевательства. Так вот, очень интересно, когда заходил Зеленский, да, он немножко задержался. Трамп шел спину, он даже не видел, Зеленский там ничего. Но он обнимался с Рубио. С тем самым Рубио, который говорит о том, что мы за Украину, поэтому мы там не посредник классический. Тем самым Рубио, который как бы в стороне от решения украинского вопроса. В Москве до сих пор, и вот сейчас вот будут ждать, Ушаков сегодня говорил, сделал заявление, что все-таки ждут после Ирана подписания официального и полноценного меморандума, ждут Виткофа и Кушнера опять в Москве на посекундчике. Но, тем не менее, как отреагировали внутри Америки? Анна Паулина Луна выходит вот с таким постом. Конгрессмен как бы обратилась к Зеленскому. Америка ждет, когда вы примете мирное соглашение. Сэр. Это очень классное обращение. Сэр. Потому что он себя возомнил сэром. Он слишком много и часто у короля. Он слишком много выделывается с положенной наверх ручкой своей при рукопожатии. Америка ждет, когда примете мирное соглашение. Сэр. Сэры и пэры. Я так понял, что на этой встрече больше всего рядышком с Зеленским Умерова, конечно. Получается, Зеленский сэр, а Умеров пэр. Получается, сэр и сэр с пэром, который спэр. На позиции министра обороны достаточно. Как Зеленский отзывается о встречах, да, на «семерке»? Зустріч групи 7 за участю України пройшла чудово, і наші партнери підтримали наші позиції та те, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет. Нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Петріот», і ми також говорили про ліцензії та про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. І саме під час нашої зустрічі всі зрозуміли, що Росія не перемагає. Вот, смотрите, вот это нужно было. Вот этот весь шоу, балет, квартал 95 нужен был для того, чтобы все поняли, Россия не побеждает. Чудово, що всі розуміють, що Росія не перемагає. І ми маємо домагатися закінчення цієї війни. Це дуже важливо. Я згоден, що у нас не лише особисті добрі стосунки, але й чудова нагода для спільного виробництва з Канадою у військовій сфері, у виробництві дронів тощо. Это он с канадцем трет с корней, да? У которого тоже с Трампом не ахти отношения. Все-таки Трамп хочет, чтобы Канада присоединилась к Соединенным Штатам Америки. Но это британская подмандатная территория, поэтому, ну, как бы это он на встрече с Карни, собственно, говорит о том, что Канада теперь тоже будет клепать дроны. І ми будемо говорити про це не лише про це, а й про енергетику. Яку відповідь ви отримали по ліцензіях від президента Трампа? Я думаю, що було дуже позитивно, що всі це визнали, і наші команди працюватимуть над цим. Никакого ответа он не получил от Трампа. Вот эта фотография, наверное, запечатлела, когда Трамп, как бы, мальчик, ты кто? Да, на этой мальчик на стульчике, ты кто? Но он хочет лицензию получить. Он хочет получить лицензию. Он хочет получить лицензию, потом это все растыкать по совместным предприятиям в Канаде, в Европе, везде, 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 клепать оружие, чтобы что? Чтобы зарабатывать. Чтобы зарабатывать на продолжение войны. Схема, на самом деле, при всех, скажем так, ужасах и при всей коррупции, при всей вот этой, ну, схема классная, если так оценить с позиции того, кто это мутит. То есть, смотрите, как обычно, то есть, если страна помогает другой стране, то она как бы вступает в войну с тем, кто воюет. Ну, во-первых, войны никто не ведет. В России СВО, в Украине военное положение, все очень гибридно, все это понимают. Но схема какая? То есть, не подкопаешься. Какое-то предприятие, какое? Украинское, где? Ну, какой-нибудь там, не знаю, там в гараже где-нибудь в Словакии или в Венгрии. И там себе клепают, и отправляют, и отправляют, и отправляют. Ну, то есть, а деньги куда? А деньги куда надо. И когда война закончится, этот объем уже, в принципе, заводов Зеленского устраивает. И он может даже на выборы сходить и проиграть, а может, типа, преемника назначить и уйти, и стать оружейным гигантом. Колотить бабло
и с умным видом рассказывать во всех приличных аудиториях, как он победил Россию. Вот какой выход для Зеленского из этой войны, вот как он читается, вот почему звучат эти «дайте лицензию». У нас есть лицензия, а мы тут на 3D-принтерах нашлепаем противоракет Patriot, введем какую-то минимальную начинку, что там у вас самое дорогое, корпус слепим, что-то еще там, какие-то наведения, цели, разберемся. Вот зачем ему это все. Вот таким вот образом это все выглядит. И поэтому, вот именно поэтому у них все готово. У них реально все готово. Ну, от Штілерман говорить. Стосовно взагалі готовності самої ракети, на Ракета повністю готова, тому що ми провели іспити ракети. Був той політ, вона повністю на максимальних прискореннях відхилялась і імітувала отримання такої дуже агресивної команди від Сіту-центра з приводу свого керування. тобто вона керована в повітрі, Да. всі є для цього. Да, все є. Ну вона спочатку розроблялася радянським урядом як перехоплювач балістики, тому вона для цього пристосована. То есть лицензии не дают, они поднимают старые какие-то вещи, пытаются клепать из того, из чего можно, старые советские антибаллистические ракеты, и их, скажем так, ну вот, вводят в эксплуатацию, пытаются. А если была бы лицензия, так вообще, дурное дело не хитрое. Ну а чего? Взяли, вон, смотрите, какие новые разработки. В Украине разработали дрон, способный вести огонь по россиянам из автомата. Так звучит новость. То есть дрон, он стреляет из автомата, летит и стреляет, иногда мины сбрасывает, если надо. То есть разработки полным ходом идут. Почему? Потому что есть что продавать. Есть что продавать. Правда, сегодня вышел материал в Economist, развалил просто в пух и прах всю эту шарашкину контору. Короче, что пишут? Малая часть украинских ракет и беспилотников прорывается через российскую систему ПВО. По данным Economist, успешность таких атак всего 2%, иногда 35%, в зависимости от типа вооружения, и наибольшие шансы имеют самые быстрые цели со скоростью более 350 км в час. Ну, понятное дело, чем быстрее, тем тяжелее сбить. Украина на этом фоне пытается создать собственные баллистические ракеты, которое было бы сложнее перехватывать. Однако журнал пишет, что уже в украинском оборонном секторе сомневаются вообще, удастся ли это сделать быстро. Firepoint — это украинский стартап, который имеет репутацию компании, дающей слишком оптимистичные обещания, заявляет, что разрабатывает новую противоракетную ракету для ПВО. Мало кто из инсайдеров верит, что она вообще появится в ближайшем будущем. Издание также Economist отмечает, что производство современных ракет намного сложнее выпуска беспилотников. Требуются собственные двигатели, системы наведения, электроника, масштабирование производства. Поэтому, как бы, дело такое. 40 лет лежали по загашникам, 40 лет лежали вот эти разработки, и Украина уже как бы, ну так, один из собеседников этого материала, в общем, говорят, что это все большая профанация. Но заработать и сколотить деньги можно. Поэтому вот какой план у Зеленского. Ну а если что не хватает Украине, то тут, как тут, вот Стармер поможет. Политико сегодня сообщили, что, вот смотрите, все переполошились, сказали, что британцы еще ядерную бомбу дадут Украине. Не совсем так, хотя вот поставки обогащенного урана Великобритания профинансирует, потому что украинским атомным станциям на ближайшие 2 года нужно ядерное топливо, ну, обогащенный уран. Стармер вышел, потужно заявил на саммите Г7 сегодня, и в рамках сделки британская компания Юренко будет поставлять обогащенный уран украинскому оператору Энергоатому. Тому самому Энергоатому, где коррупция, где вор на воре. На реализацию проекта 210 миллионов фунтов выделят через госагентство. Соглашение достигнули во время недавней встречи со Стармером. И по словам главы британского правительства, поставки должны помочь обеспечить работу украинской энергетики в предстоящий период. Вообще, конечно, зима близко. Вот эти все игры престолов подчеркивают, что незакончившаяся война даже на какое-то перемирие обрекает Украину на очень тяжелое страдание. Зимой будет швах. Все, крышка. Все закончится зимой.
лютой катастрофой, гуманитарной катастрофой, целыми регионами, все это видят и понимают. Поэтому сегодня Кличко там показывают какую-то станцию, и то он как показывает ее, там что-то лепят, а он говорит, 50% государство должно дать. Какое государство? Откуда у государства деньги? Ну, известно откуда. От Урсулы. Урсула зимний пакет дает. Урсула кормит школьников питанием все классы. Поехал Зеленский, попросил Урсулу. Урсула, это куда? Это на школьное питание. И они выделили, и сейчас будут кормить всех школьников. Ну, вот так это работает. Вот так. Причем очень интересно, что еще в момент этой встречи Зеленский же пытался как задвинуть, улетая из Кишинева, не из Польши, а из Кишинева. Как задвинуть эту историю? Ну, мол, смотрите, я звал Путина на Г7. Мол, там и Трамп, там и Макрон, европейские лидеры, пускай бы приехал, мы бы поговорили, все вместе встретились и закончили войну. А ответили из Кремля, говорят, хочет, пускай в Москву приезжает. Нас на Г7 никто не звал. Получается, Зеленский зачем-то соврал? Зеленский говорил о том, что предлагал Путину встретиться на саммите Большой Семерки, который сейчас проходит во французском Эвиане. Было ли какое-то официальное приглашение по официальным каналам? Ну, конечно же, не было. Конечно же, не было. Да и официальных каналов-то между Москвой и Киевом нет, как вы знаете. Вот, не было никаких. Да и Зеленскому вы знаете, что Путиным было, собственно, все сказано, все предложено, было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, собственно, в киевском режиме прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут. Обязательно примут. Обязательно примут. Ну, 100%. 100%. Причем интересно, что еще одно заявление сегодняшнее тоже очень интересное в этом ключе. Оно прозвучало от Лаврова, да, который говорит, хорошо, пускай вступает Украина в Евросоюз, быстрее развалится. Ну, а с точки зрения внутренних проблем Евросоюза, ну, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила, они тогда просто развалятся. Так что много противоречивых тенденций. Если они хотят развалить свою экономическую многостороннюю структуру и стать военным блоком, ну, это приглашение к очень большим неприятностям для них. Вот. А если они хотят просто забыть про экономику, вот тогда Зеленского надо туда приглашать. Обязательно приглашать, только Лавров... Я не думаю, что он не понимает, о чем идет речь. Это не забота о Европейском Союзе ни в коем случае, но он же видит, что происходит. Открыли кластер первый для Украины. О том, что эта история членства должна быть в мирных соглашениях, уже почти никто не говорит. Как-то тему задвинули назад. Но кластер этот открыли с очень интересными условиями. Ну, то есть, да, давайте вступайте, но частями, частично. 5 или 15 лет вы не будете иметь права голоса. Вступайте, пожалуйста. Но вот это вступление во время войны, внимание, это очень важно, во время войны, не останавливающейся войны, если рассмотреть этот сценарий, он же сделает очень интересную штуку. Вот эти все товарищи, уже получающие в Германии, потому что с 22 года уже можно там подаваться на некую форму гражданства, не полностью, но тем не менее, могут быть спокойно и отправлены восвояси. Причем неважно в каком возрасте. Ну, то есть уехавшие имеется в виду в каком возрасте. То есть 4 года назад, да, там человеку был 21 год, да, он уехал, сейчас уже 25, и привет. А если понизить возраст мобилизации, а если точечно понизить, уже можно будет их отправлять. Плюс никто денег не дает. Деньги дают только под вот такие проекты на очень хорошо моющиеся истории. Там, где хорошо отмыть или хорошо заполучить тот или иной ресурс. Это важно. Просто так взять и полноценным членом сделать Украину не хочет даже Урсула, которая готова выделять на вот эти коррупционные деньги, понимая, как их будет Зеленский и Умеров и все остальные как попытаться освоить. То есть ни о какой полноценной истории не идет речи. И это тоже надо признавать. Ну а насчет перепалок с Путиным, это же было просто феноменально. Вот смотрите, сегодня гуляющий Зеленский, ручкающийся со всеми.
А вот он вчера на Лесінки в Успенском соборе Лаври. Я вважаю, що він розраховував, що він спочатку буде вітати президента Сполучених Штатів Америки, якщо б йому не вийшло виправдовуватись, безумовно, тому що якщо була масована атака, думаю, команда президента і сам він, я думаю, безумовно, не знаю, я думаю, підняли би це питання. Значит, это он как бы отвечает на вопрос журналиста. Там же день рождения был у Трампа, да? Ну, как вчера, там, короче, позавчера, вчера, да? Ну, ну там разные часовые пояса. Поэтому он говорит, атаковали, вот они же поговорили. И Трамп четко сказал, я поговорил с Путиным, я поговорил с Зеленским, я возвращаюсь в игру и занимаюсь Украиной. Вот эта вся история с Лаврой, да, это исключительно для этого. Вот смотрите, какой плохой Путин. Он поговорил с Трампом, поздравил, а потом запустил дрон по Лавре. Представляете? А для чого це мати Путіну зайві запитання під час привітань президента з днем народження? Тому він, як завжди, абсолютно цинічно привітав президента Сполучених Штатів і після цього абсолютно цинічно завдав удару, масованого удару по Україні. Я думаю, не випадково кілька днів вони не тільки збирали ракети, тому що ми бачили, що вони мають сили відповідні. Я думаю, вони чекали не зробити це до привітання президента Трампа. Вот так вот. Они теперь не стреляют до поздравления Путиным Трампа, представляете? И это все как бы марафон хавает. Все говорят, да, это он специально позвонил, а потом ударил. Коварный Путин. Более того, Reuters пишет, Зеленский показал Трампу фотографии удара по Киево-Печерской лавре. Трамп выразил свое недовольство российской атакой. Bloomberg, материал, который я уже упоминал сегодня, они пишут, что, ну так вот, атака как сыграла какую роль и недовольство, и это помогло Мерцу делать заявление, что удается потихоньку перетаскивать Трампа на сторону света, в кавычках имеется в виду вот этих глобалистов и Зеленского, и всех. То есть это разыгранная вся история, медийно раздутая, с первых часов. Даже раньше видели занимающих интересные позиции фотографов, фотографирующих Успенский собор на здании соседнем, как бы, да, заранее, заблаговременно. Масичук у меня в эфире сегодня рассказывал, что знали там дней за 5, какие будут удары, даже какими силами и средствами и по каким целям. Но Украине, конечно, дали джазу. Дали по поводу пропаганды этой истории, причем вчера это все, собственно, выливалось в такие там видеокартинки, зарисовки, обсуждения. Ну вот, например, что осталось от Лавры? То есть конкретно 80% крыши сгорело, всех успокоили, что ничего из святынь не пострадали, иконы носили туда-сюда. То есть нормально. Клименко там, министр внутренних дел, все хорошо. Представляете, в Бога уверовали сразу. Прям сразу уверовали. Насчет этих версий, которые выдвигались, я не знаю, зачем россияне про Патриот сказали. Был Патриот, только непонятно, куда он прилетел, потому что не показали. Это Патриот, его видели, как-то он выпустила, как бы, установка ракету, и он пролетал над ночным городом. Вчерашний ночной обстрел все видели, но все же сразу начали отрабатывать эту историю, что вот смотрите, как россияне брут, это не Патриот. Ти бачив офіційну заяву русських? Вони сказали, що це ЗСУ влучило бракованим Патріотом. Бракованным? Як Патріот може бути бракований? А как Патриот может быть бракованный? А как, правда? А как? Ну, Тихий дурак. В Министерстве иностранных дел дураки сидят. Это же Тихий нам сказал, мы решили на время, там же был острый кризис ПВО противоракет, но мы взяли у партнеров какие-то вот-вот почти заканчивающиеся сроки годности эти противоракеты и направили в Украину, поэтому, собственно, отбились. Но Петров не знает, как может пропасть та или иная ракета. Ну, правда, они ж вечные. Ми цим, значить, Патріотом кудись стріляли і попали, значить, в Лавру. Але є нюанс. В Лавру влучила не ракета, а шахет. Хочу вам сказать, русские, что у вас все очень плохо. Вы напали на Бога. Кайтесь, потому что Армагеддон начнется с вас.
Вот так вот, русские, кайтесь, вы напали на Бога, с вас начнется Армагеддон, кара небесная вас настигнет. Причем эту историю вот такого рода, русские напали на Бога, качали все, даже абсолютно неожиданные, не такие популярные ресурсы, но блогеры прям полетели. Путін, в тебе нічого святого. Але є один спосіб зрозуміти справжню велич держави. Не за розміром території, не за кількістю танків чи ракет і навіть не за чисельністю армії, а за тим, що вона залишає після себе. Після давнього Риму залишилися дороги. Після Британської імперії – університети, Это прекрасно. Смотрите, после Британской империи остались университеты, а после Рима дороги остались. Слушайте, вот это, представляете, какие империи оставили после себя что-то? парламенти та закони по всьому світу. Після Франції – музеї, архітектура та культура. А що залишиться після Росії? Якщо чесно, список зруйнованого. Понад 5000 пошкоджених або знищених об'єктів культурної спадщини. Понад 150 церков, монастирів і храмів. І тепер у цьому списку знову Києво-Печерська лавра. Та сама лавра, яку називали спільною духовною спадщиною. Та сама лавра, яку сьогодні міжнародні експерти змушені рятувати від наслідків російських обстрілів. І особливо цинічно те, що перші пошкодження лаври через російські атаки світ зафіксував ще кілька місяців тому. Тоді це називали тривожним сигналом. Сьогодні це вже закономірність. Росія любить говорити про захист російськомовних, любить говорити про захист православ'я, любить говорити про свою особливу історичну місію. Але історична місія не руйнує святині. Історична місія не залишає вирви біля храмів. Історична місія не змушує ЮНЕСКО після кожного обстрілу рахувати нові втрати. І знаєте, що найстрашніше для будь-якої влади? Це не поразка, не санкції і навіть не втрата влади. Найстрашніше – це те, як тебе запам'ятає історія. Як сталося, що держава, яка називала себе захисницею православ'я, увійшла в історію як держава, від ракет якої довелося рятувати православні святині? Как так получилось? Надо спасать православные святыни? Гопца-дрица, гопца-ца внутри Успенского там, трапезного храма, да, в соборах, в самой лавре. Вот эти перемывания костей, это, конечно, нет. Это дело святое, это за православие. Клопотенко, который, так сказать, голубцы крутил, ножом там резал кухонную утварь, это, конечно, это все про православие. Но Россия, что останется? Что после России останется? После российской ничего, останется только список уничтоженного. И мы защищаем православие. Какое православие? Ну вот какое? Это потрясающий, причем понятно, на кого это направлено. Исключительно на тех людей, для которых то, что случилось, это горе. Не мог не вы, еще раз подчеркиваю, не мог не выйти настоятель Киево-Печерской лавры, изгнанный оттуда, которого тягали, судили с браслетами по СИЗО, по судам митрополит Павел, который Павло Мерседес, и не сказать два слова об этом. Это сделал, упала ракета или какой-то другой вид военных действий. Но мы молим Бога. И к вам обращаюсь, дорогие паства Украины, все верующие и неверующие вселенной, потому что сегодня сострадают и в Греции, и в Грузии, и в Индии, и в России, по всему миру об этом печальном событии. Но мы не должны роптать. Мы не должны роптать, надо молиться и о том, что война закончилась. Понятно, что многие критикуют позицию Украинской Православной Церкви по этому вопросу, но даже из ПЦУ было заявление, что елки-палки, вы бы еще больше попрыгали, потанцевали там развеселые танцы внутри храмов, попроводили бы там всякие завтраки, всяких военных, там всякие братства Корчинского, всякие там вот эти вещи, да, там сходники свои поустраивали, поплясали б, или там клип Оли Поляковой, мы тоже в шуме обсуждали когда-то, еще бы такой поснимали, а потом удивлялись, да, какие трагедии ждут. Но Павла Мерседеса все сразу осудили, говорили, представляете, какой такой. То есть его осудили, по большому счету, с российской стороны, и Украинскую Православную Церковь, которая находится в полулегальном, ну она-то легальная, но имеется в виду в очень тяжелых условиях, с отбираемыми храмами, с монахами, с избитыми, мобилизованными священниками, епископами, всеми на свете, да,
И ее осудили, например, с той стороны, да, ее осудили с украинской стороны, ее все осудили. Все, а что они должны были сказать? Ну, тоже возникает вопрос. Причем церковь сама себя может защитить, я ее не защищаю, но тут же какой момент? Православие. Защитник православия Зеленский лазил там по крыше, смотрел, что он понимает в разрушениях и в крыше. Но он должен был создать эту картинку, чтобы напечатать и Трампу показать фотографию. А Трамп, ох, как возмутился. И, конечно же, стал на сторону глобалистов и Зеленского. Вот зачем это все нужно. Ну а вот эти завывания о том, как ракеты, историческая миссия России, величие, вот это все направлено на украинскую аудиторию. Понятно зачем. Понятно зачем. Ровно за тем, чтобы украинцы, ну как бы, были вокруг власти. Все вот эти выпады и призывы должны были закончиться, ну, закончиться еще раньше. Но они продолжаются, потому что они генерируются и подпитываются из офиса. Сколько вот платит офис? Спросили у очень такой же, да, как Петров и, в общем, там все остальные вот эти, которые защищают и играют в эти 1000 голов Геббельса. Сколько платит офіс президента? Скільки платить ОП за відео в підтримку Зеленського? Ніскільки. Нічого. Але, чесно кажучи, я би брала гроші, якби платили, тому що коли ти щиро ділишся своїми думками, ведеш блог, і тобі за це ще й платять, це просто ідеально. Если бы платила, я бы брала, потому что ты делаешь своими мыслями, поэтому платите. Да, это идеально. Не платят нисколько, но я бы брала, но я же делаю от души. І якщо серйозно, я вважаю, що наша держава сильно пройобує Росії в пропаганді. Проигрывает в пропаганде России. Російська пропаганда, вона шпарить і вона працює на ось таких от малоросів. Але ж воно от пише цей коментар і навіть не розуміє, що воно вже під впливом російської пропаганди. То есть, смотрите, человек задает вопрос, сколько платят за там такой пост. Ты спрашиваешь, сколько платят, значит, ты уже сразу российский пропагандист потоптался уже по твоей подкорке. Думаю, що нашому телемарафону дуже далеко до цього, м'яко кажучи. Більше скажу, наша держава зобов'язана проплачувати і фінансувати блогерів, які будуть вести антипропаганду і розвіювати різні міфи, які навіяла Росія. Ви не уявляєте, скільки багато грошей Росія вливає у пропаганду. Я думаю, що це десь на другому місці після військової промисловості. У них дохіра ботаферм, і мушу визнати, що от в чому, а в цьому Росія дуже сильна в цій пропаганді. У Бігуса є дуже класний сюжет щодо цього, щодо ботаферм російських. Там вплоть до того, що сидять індуси і пишуть з перекладачем. Индусы сидят с переводчиком, пишут. Российская ботаферма. О, вот где. А я думаю, а что так столько индусов? Они там где-то будут жить? Нет, они тоже перенимаем опыт. Почему так много у Зеленского лайков? У Ермака замечено было лайков в социальных сетях от непонятных пакистанцев, еще кого-то. Так это ж, наверное, ботва российская. Українською мовою коментарі під різними відео, типу «Я військовий, який пройшов війну, і я проти ТЦК, і наша влада там зрадники» і так далі. Тому нашій державі треба взяти на озброєння. Они взяли, лайкают пакистанцы публикации Зеленского, офиса президента, Ермака, когда он был на должности. Все это видели. Давно все взяли. Но вы понимаете, что говорит? Вот люди, индусы, пишут: я прошел войну, я против ТЦК, против этого всего, коррупции. Представляете? Представляете, как классно? Это правда 1000 голов Геббельса. Они, если раньше там они были головы, но сейчас они такие поменьше головешки, поменьше. Каждый старается как может. На кіностудії імені Довженка у Києві готували і налаштовували БПЛА. Вот вам фанат Усика. Ну, у него сразу 2 Усика. Импозантный проект, который развенчивает российскую пропаганду. Значит, российская пропаганда. На кіностудії Довженка собирали дрони. Саме з такою заявою вийшло росіянське Міноборони після нічного удару по кіностудії. Чергова брехня, якою вони прикривають свій культурний геноцид. Ця нібито військова ціль – серце українського кіно.
У вогні, спричиненому їхнім ударом, безповоротно згоріла найбільша костюмна колекція України. 100 тисяч унікальних експонатів, у яких оживала наша історія. Вони не знищують дрони, вони знищують нашу ідентичність, наше минуле і те, що робить нас українцями. Це методичне стирання нашої пам'яті. Росіянам не потрібна культура, їм потрібні лише руїни. Але ми пам'ятаємо кожен образ і кожну стрічку. Історії, які вони намагаються спалити, житимуть у наших серцях. Конечно, будут жить в наших сердцах. Конечно. То есть, правда, когда была построена киностудия Довженко? А кто такой Довженко? Что-то я вопросы задаю такие глупые, правда? Ну, это все это... Это наша история, мы гордимся. Довженко. Довженко гордятся, понимаете? Украинцы, вот это наше, вот это наше наследие. А вот россияне, они бьют, думаете, по дронам? Нет, они уничтожают все, на корню все украинское. А? Как мощно и классно. Правда, новости немножко другие по этому поводу. На Украине нечаянно показали доказательства сборки дронов на киностудии имени Довженко в Киеве. Украинские СМИ пытались обвинить Россию в уничтожении крупнейшей коллекции исторических костюмов. Показывая последствия атаки, одно из них опубликовало фотографию, на которой видны Крылья. крылья ударных дронов FP-2. Это подтверждает заявление Минобороны России о том, что на киностудии собирали беспилотники. Как только оплошность заметили, СМИ удалила публикацию. Ну и все. Российская пропаганда. Правда, украинские там немножко, маху дали. Но это российская пропаганда. Уничтожают нашу культуру. Иди, у тебя душа должна болеть за лавру православную, за киностудию Довженко. Конечно же, украинскую, настоящую. Там еще Богдан Хмельницкий снимался. Нет, Богдан Хмельницкий плохой. Мазепа. Мазепа. Понимаете? Там вот это вот все. Уничтожают все, уничтожают. Сегодня был там целый пресс-подход, чтобы усилить, так сказать, вот этот нарратив, для того, чтобы украинцы все, скажем так, поверили и, опять объединились, получается, в ненависти к России по поводу, смотрите, что натворила Россия. Вот выходит Максим Остапенко, это директор Киевско-Печерской лавры, музея имеется в виду, директор, и, в общем, рассказал увлекательнейшую историю. Ведь так это и создается. Это же очень увлекательная история. А тем более, все же стали православными внезапно. Ось що, наскільки смертоносною є ця зброя, то вона несе руйнування, вогонь і знищення все навколо. А хрест, який ви бачите, це хрест, який, можливо, врятував рятувальників і ту команду, яка працювала в межах Успенського собору, бо це хрест, який прийняв перший удар від другого російського дрону, і, можливо, зачепившись за нього, дрон змінив траєкторію і не потрапив рятувальників, які знаходилися в цей час тут. Смотрите, дрон был не один. Значит, один, я так понимаю, влетел туда. Тут вообще версии разнились. Одни говорили, что дрон зацепился за крест и влетел в Мистецкий арсенал. Да, арсенал искусств. Тоже галерея. То есть туда он летел, но зацепился за крест. Но смотрите, как это все складно выходит. То есть загорелся, дрон влетел, пожарные прибыли, давай гасить. Пошел второй удар, если бы не зацепился, если бы крест бы не защитил, то пожарные бы погибли. Звучит, конечно, очень и очень правдоподобно, особенно того, что повторные удары, конечно, сражают. Наповал огнеборцев в Харькове вчера, собственно, 4 похоронили. Пожарных, которые гасили пожар, но прилетел второй дрон по тому же месту, и, соответственно, мы имеем вот такие ужасные потери, потому что они же там гасили, и прилетело снова. Ну а тут история, представляете, крест спас, вот что крест животворящий делает. Тому це щодо цих артефактів вже, я сподіваюся, що їх буде бачити світ вже як експонати. Наразі щодо служіння в Успенському соборі, я сподіваюся, що тимчасове укриття Успенського собору, після того, як ми його випробуємо, ми побачимо, що воно тримає, можливо, воно дозволить якийсь обмеженому форматі відвідання самого собору. Наразі всередині собору більша частина елементів не постраждала, там є ділянки, які треба буде відновлювати від великої кількості води, але я думаю, що служіння буде можливим десь за декілька місяців. Ну, в общем, служение чье? ПЦУ. Зеленский же, когда летел на
собственно, саммит Г7, позвонил Варфоломею, говорит: Варфоломей, приезжай, такое, ты это должен видеть. И вообще, спасибо за поддержку, Варфоломей. Варфоломеюшка, давай, Варфоломеюшка. Интересно, что этот же директор музея, ему задали вопрос. Прах Столыпина, оказывается, в Лавре, ну, в Киево-Печерской Лавре находится. Ну, не то, что оказывается, но имеется в виду Столыпин, да, министр. Столыпин, тот, который крепостное право отменил. Да, запитання колеги стосовно питання стосовно Столипіна. Якщо Павла приберуть чи приберуть власне з території Лаври Столипіна. До пана Сапенка. Дякую за запитання. Ой, а все так улыбаются, слушайте, им так смешно, Столыпина, ха-ха-ха, Столыпин. Ну вот ответ, уберут ли прах Столыпина. Может, куда-то передадут, обменяют на украинцев. Дійсно, прем'єр-міністр Російської імперії, який тут спочиває, назидання всім мазепинцям, це теж така досить дивна історія, але я хотів би нагадати, що в 23-му році підіймалося питання про повернення Столипіна Російській імперії. Наразі до президента України звернувся правнук Столыпина, який займає проукраїнську позицію. О, правнук Столыпина занимает проукраинскую позицию. И он обратился к Зеленскому, не к кому-нибудь. У нас Зеленский решает все эти вопросы. И говорит, пускай лежит в назидание мазепинцам. І висловив свої аргументи з проханням все ж таки не чіпати Столипіна, бо, на його думку, він був реформатором, який намагався змінити Російську імперію, і є зараз така негласна позиція, що це пам'ятка, це поховання, і давайте до кінця війни його не чіпати, бо є прохання людей, які підтримують Україну, які підтримують європейські цінності, є родичами Столипіна. Ну вот, европейские ценности поддерживает твой... Интересно, а поддерживал бы европейские ценности Столыпин, чей прах в назидание мазепинцам отправили в Киев? Тоже такой момент. Вообще что-то как бы много специалистов по праху. К кому обратились, чтобы не к Зеленскому? Зеленский, помоги. Зеленский, ну хорошо, пускай до конца войны побудет. Потом Мельника привез кости, перезахоронил. Петлюру поглядывать на него в его сторону. Коновальца, представляете, Столыпин. Потрясающе. Собиратель костей русских. Владимир Зеленский. Но вернемся к самому вот этому удару. Крест, удар повторный, так бы, крест спас спасателей, понимаете? Пожарных. Крест спас пожарных. Тут к Янине Соколовой приехал начальник, ну или как командир батальона дронов-перехватчиків. Стала думка, яку я чула вже не раз. Навіщо ви збиваєте шахеди над житловими кварталами? Зачем збиваєте шахеди над жилими домами? Неможливо почекати, ну, з таким, знаєш, з претензією. Я розумію, що в цьому є пояснення. От хотіла б, щоб ти це пояснив. Я скажу, як це працює в нашому підрозділі, я за всіх говорити не буду, але як це працює в нашому підрозділі. Насправді жодних заборон юридичних збивати над жилими об'єктами немає і не існує, тому що це військовий стан, і за ці наслідки військові нести ніяких не будуть. Ну, все понятно. Никаких. В общем, собьете, попадет куда-нибудь по гражданским, по объектам, по заводам. Ну, плевать, никаких последствий не будет. Но это в принципе. А вообще, конечно, у него в подразделении следят до последнего, смотрят, чтобы никуда на гражданских не упало. Але в нашому підрозділі діє внутрішнє правило, якщо ціль захоплена над об'єктами, де проживають цивільні, або над об'єктами інфраструктури, то екіпаж візуально супроводжує до того моменту шахет, поки він не вийде з цієї зони, де уламки можуть нанести якісь пошкодження цивільним. І тільки потім його підривають. Тобто у нас у перехоплювачів є така можливість, на відміну від тих самих груп МВГ. Да, у нас есть такая, а вот там других групп, у них нет такой возможности, сбивают как хотят. Поэтому вот такая процедура. Ну а если что, во всем, конечно же, виноват Путин. Об этом даже Фейгин у Дудя рассказывает. Путин отдает приказы бить по домам в Украине? Да, вне всяких сомнений. Ну вот что, он прям говорит, типа, бьем по дому? Он эти планы, как главнокомандующий, одобряет или не одобряет. Один дом разбомбили, но после этого он может сказать, вот так больше не делаем. Ну хорошо, что случилось, то случилось. Сказать, на протяжении 4,5 лет он мог эту изменить практику? Кстати, хороший вопрос. То есть, смотрите, прилетело в дома. Он говорит, так больше не делайте. Путин же мог сказать, что не делайте так? Ну, мог. Сказал? Ну, если ничего не изменилось, значит, не сказал. Не сказал, значит, одобрил. Он ее не изменил. Более того, он ее интенсифицировал, он ее эскалировал.
И поэтому говорить о том, что он не несет ответственность, просто смешно. Вина индивидуальная совершенно мера, да? Значит, ответственность может быть разной. И индивидуальной, и коллективной тоже. Путин несет на себе и то, и другое. Может быть, в Буче лично он и не мог отдавать приказы убивать конкретных людей. Может быть. Мы этого не знаем. Это должно установить следствие и суд. Но ответственность он в любом случае за это несет. Просто в любом случае несет. Конечно, несет. А как? За все несет ответственность Путин. Хорошие русские вот четко говорят. Там вот убили в Польше еще одного там путиниста, художника, карикатуриста. Правда, тут, конечно, и Зеленского как бы плохо его писал о нем свои как бы шаржи и свои карикатуры. Но это ничего, он же Путина тоже высмеивал. Значит, как бы вот застрелили его. Значит, это вот все дело раскрыто. Это Россия. Это Россия несет ответственность. А насчет того, вот тоже, кстати, интересно. А вот ты когда в УПЦ ходишь, не в ПЦУ, а в УПЦ, тут ты виноват? Вот ты виноват? Ты вот грех это? Ты несешь ответственность за то, что ты ходишь не туда, куда нужно? Чи грішить людина, яка є парафіянином Московського патріархату? Що ви скажете такій людині? Туди може людина ходити, тому що вона віруюча, тому що вона звикла туди ходити, тому що вона там причащається, сповідається і таке інше. Спасибо большое. Можно. Все. Выдыхаем. Можно ходить в УПЦ. Нам сказал ПЦУшный поп. Вона там приймає таїнство. Юрисдикція Московського патріархату досі визнається православною церквою. Тому гріхом ходити до православної церкви ми не вважаємо це. Це не гріх. Інша річ, якщо людина, ходячи до православної церкви Московського патріархату, переймається ідеями єдності трьох народів. А вот сейчас грехи, за которые надо нести ответственность. Очень интересно. Голос из ряса нам объяснил. Значит, если вы в голове у вас есть идея единства трех народов. Одного народу. Тобто ми всі українці, білоруси, росіяни – це один народ. Ідеями русского мира. То, що... Идея русского мира в голове. Це інша річ. Якщо так, то це безумовно гріх. Тому що це вже так чи інакше засуджено і Вселенським патріархом, і нашою православною церквою України. Вот так вот. ПЦУ осудили, патриарх осудил, поэтому это грех. Грех. Написал комментарий о том, что русские, белорусы и украинцы, братья, согрешил для ПЦУ? Согрешил? А это тот товарищ, кстати, Порошенковский. Порошенко, при котором это ПЦУ, собственно, началось. Княжицкий есть такой. Тот вообще выдал. Верующие УПЦ, которые ходят крестными ходами, сектанты. Княжицкий, значит, выразил мнение, что верующие канонической церкви слепо следуют своими лидерами и беспрекословно выполняют любые указания. Для прихожан российской церкви священник – это гуру. Представляете? Бог, как он сказал, так и нужно делать. Фактически они построены в системе секты, утверждает Княжицкий, называя УПЦ российской церковью. Особое внимание нардеп уделил участникам крестных ходов, назвав их людьми, отторгнутыми от украинского общества. Мы часто видим этих людей в платочках, которые ходят так называемыми крестными ходами по центрам украинских городов. Это люди, которые отучают критически мыслить. Значит, очень часто являются агентами ФСБ или связанными с ними лицами. По мнению Княжицкого, именно такая сектантская иерархическая структура позволяет церкви сохранять все равно свою сеть и влияние в Украине. Он подчеркнул, что УПЦ пронизала все украинские слои общества, что это представляет угрозу для национальной безопасности. Представляете, какой вывод? То есть, как бы ходить туда не грех, но если ты крестный ход ходишь, идеи какие-то, ну все, ты ФСБ. То есть ты как бы не согрешил, но, в общем-то, ты агент. Я всю жизнь ходил в церковь, ну, каноническую, украинскую православную. Причем это какой-то просто всю жизнь. Оказывается, я в секте, понимаете? А вот ПЦУ это вот современная церковь, поэтому пустая. А туда ходят все. На крестный ход там выстраиваются. Это сектанты. Нормально. Нормально рассказали всем. Понимаете? Нормально рассказывают. Интересно, а если сектанты, а как тогда относиться вот к этому вопросу? Вот это вот новое время, которое облажалось, показало крылья
на фотографии, на видеокадрах, на фотографии в киностудии Довженко, по которым, конечно же, стреляли, чтобы уничтожить костюмы, провело опрос. 79% украинцев считают, что Украина должна освободить Крым военным путем. Опрос, который радио «Новое время» провела. Другие, конечно, склоняются к дипломатическим переговорам. То есть, смотрите, 21% дипломатия, а 79% военным надо. Военным путем. То есть это просто какой-то ужас. Это кто? Это кто? Это не секта? Это не секта, которая слепо доверяет всем? Нет, конечно, не секта. Вы что? Хотя эту секту кормят. У нее есть свои, определенно адепты. Вот у них чудо, манна небесная, радость вселенская. Терминал Вайлдберрис в Электростале под Москвой загорелся. Дроны полетели сегодня утром. Смотрите как. 6 пострадавших, в том числе 13-летняя девочка. Били по... 86 всего дронов полетело, и били по Капотне и достигли все-таки цели. Капотнинский этот НПЗ, сначала сообщили, что пожар погасили, правда, достаточно быстро погасили пожар, и, в общем-то, ничего страшного. Сообщили, что НПЗ возобновил работу, но к вечеру эту информацию опровергли, и, в общем, работу остановил этот НПЗ, до которого дроны все-таки долетели. Перегрузили ПВО, и, соответственно, этот прилет состоялся. После этого показали о том, каким образом, в общем-то, люди пытаются купить бензин, стоя в очередях на трассе Москва-Петербург, ограничения по количеству топлива и так далее. Ну и, конечно, в общем-то, материалы Reuters и других источников о том, что, смотрите как, бьют по НПЗ, поэтому продают больше сырой нефти, получают валюту, а с бензином, видите, дефицит, который обостряется не только, кстати, в Крыму, который 79% украинцев хотят отобрать военным путем. Но, собственно, есть и другие новости по поводу перерезанной магистрали вокруг Крыма. Значит, сегодня украинская сторона, это важно, показывает некую загадочную до сегодняшнего дня систему РЭП. Она якобы, противодействует Starlink. Теперь сегодня стало это яснее. Название этой приблуды «Волна Купол Гарант». 6 прицепов из себя представляет. На каждом прицепе установлены по 2 спутниковые тарелки. Там поворотный механизм, спрятанные прозрачные колпаки. За прозрачными колпаками антенна системы может сниматься с прицепов, куда-нибудь там на другую платформу перемещаться, на землю ставиться. Тарелки узконаправленно воздействуют на 8 каналов, как раз-таки по которым идет Starlink. Один комплекс РЭП «Волна Купол Гарант» обеспечивает противодействие Starlink примерно на 20 квадратных километрах. То есть 20 квадратных километров закрывает от воздействия Starlink. В общем, интересно, что ряд ресурсов заявили, украинских, и в том числе Флэш, советники Минобороны с Федорова, о том, что система действительно доставляет проблемы, но тут есть другая история. Слишком она, выпячиваемая цель. И, собственно, видео-то и показали с украинской стороны, что поразили, скажем так, одну из таких установок, потому что ее нужно защищать, а если там летит что-то или с автономным целенаведением, или что-то другое прилетает, то, в общем, она получается беззащитна. Но легка беда начала, и начинают разворачивать эти рэбы, потому что понимают, что
Starlink надо глушить, а свой там спутник, который там к августу месяцу, к сентябрю все-таки будет применяться, аналог Starlink нужно запускать. Поэтому, собственно, вот такие истории. Но если один советник Федорова, в общем, переживает о том, как, да, собственно, россияне чего придумают, у другого по поводу россиян, другого советника другие переживания. Стерненко, по моим данным, новым собственником телеграм-канала Труха стал Николай Удянский. Формально администратором остается прежний администратор Максим Лавриенко, который имел некоторые приключения во Львове 2 недели назад. По данным медиа, Удянский может вообще иметь гражданство Российской Федерации. Вопрос, допустимо ли во время войны вот кто-либо, в том числе лица с паспортами России, могут купить самый большой телеграм-канал в Украине? Допустимо ли это? Спрашивает Стерненко и вообще не замечает родных и близких большинства элит в Украине, у которых, российские паспорта. В общем, заняты советники, как видите, есть над чем задуматься. Хорошо, хоть Лукашенко пояснил, что к чему с нападением Украины на Беларусь или Беларусь на Украину. Мы видим, что Зеленский укрепляет северную границу, то есть стягивает туда дополнительные ресурсы. Как вы думаете, может быть, это его попытка показать своим западным союзникам, что он как-то реагирует на угрозу? Нет, он не стягивает никакие туда ресурсы. Во-первых, мы это заметили. Наоборот, когда вот этот в средствах массовой информации словесная перепалка дошла до своего апогея, украинцы примерно на 40 километров, те войска, которые у них там были, а в основном это территориальные войска, то есть гражданских людей призвали в основном, они на 40 километров от границы отвели. Эти войска отведены были. Вы говорите, стягивает. Он, даже если бы хотел что-то стянуть, у него такой возможности нет. Уже Запад ему намекает на то и в открытую говорит, тебе не оружие надо, тебе нужны люди, у тебя не хватает на фронте людей. Откуда он может стянуть? С зоны активных боевых действий он не может их стянуть, там, где идут боестолкновения россиян с украинцами. Они идут на протяжении 1000 километров фронта. Ни с Донбасса, ни с Запорожья, ни с Харьковского направления или Луганского он не может оттуда взять войска, чтобы переместить на белорусскую границу. Поэтому мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно. Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что если бы и начался этот конфликт с территорией Беларуси, Украине там нечего противопоставить, кроме беспилотников. Они бы атаковали наши гражданские объекты и наши предприятия. Нет у него людей. И это одна из особенностей этого года. Всегда дефицит был людей у одной, у другой стороны. У россиян есть этот дефицит, не такой, может быть, как в Украине, но есть. Но это главный вопрос этого конфликта. Люди закончились. В Украине есть чего бояться со стороны Беларуси? Абсолютно нечего. Они это знают. И военные это знают. Люди, народ Украины это знает. Но в силу политических каких-то амбиций эта тема подогревается, я уже об этом сказал. Это вообще было потрясающее интервью. Он сказал, что виноваты в том, что все не закончилось в 2022 году Ватикан и еврейское лобби. Он также как бы извинился перед Зеленским, но добавил, что как поют, так и отпевают. Все понесли, что вот, Лукашенко признал, что Украина бы стерла в порошок. Более расширенный ответ на то, что стерла бы в порошок. Нет людей. Нет людей. И это правда. Гребут всех подряд. Всех, кого угодно. Пока советники там балуются и занимаются, так сказать, своими делами по профилю, гребут всех подряд. Вот ветеран, который лишился ноги во время контрнаступа того еще с Залужным. Бывший политэксперт Мельник рассказывает.
Думка абсолютно не змінилася. Ну, я якби не зовсім розумію, чому діти наших політиків живуть за кордоном, так? Маючи абсолютно прийнятний мобілізаційний вік. Я абсолютно не розумію політики держави, яка жодним чином не заохочує країни Європи, країни США до повернення утікачів. Я вважаю, треба кожному дати. Как это? Не понимает он политику Европы. Чего это они не, как бы, не хотят помочь в этом возвращении тех, кто убежал? Можливість стати героєм. Можливо, в штурмових підрозділах, можливо, не в штурмових. Але якось це неправильно виходить, що воювати будуть одні, а інші потім повернуться і будуть розказувати, як треба Україну відбудовувати. Тому тут я залишаюся на своїх позиціях, що має бути всеохоплююче рівне реалізація мобілізаційного обов'язку має бути для всіх однакова. Для всех одинаково. Пускай возвращают детей своих, пускай Европа высылает, все должны воевать. Все. Так а как воевать? Как-то никто не хочет возвращаться, например, в Херсон сегодня. Ужасная ситуация. В Херсоне дроны атаковали маршрутку и скорую в Корабельном районе. В результате удара по маршрутке погиб один мужчина, 3 человека ранило. Приехала на место полиция, и повторный удар. 2 правоохранителей ранены. В результате удара по автомобилю скорой помощи, бригада которого тоже прибыла аж на вызов, ранены 2 медика. Ужасные вещи. Это вот прифронтовые территории, как говорится. Или вот, например, еще, что это такое, что это за война? В Никополе, Днепропетровская область, 3 человека погибли после атаки России. Мать и сын среди них. Прицелились FPV-дроном по людям, которые шли по дороге. Женщина 87 лет, муж, и мужчина 51 год. Это сын и мать и сын. 3-й человек, вообще непонятно кто, сейчас пытаются понять, так сказать, из обугленного тела, кто этот 3-й человек. Это вот вам прифронтовые территории. Ну, то есть, вот такая вот история. С фронтом хорошо все. Ну, как бы не очень. Это вот россияне выставляют вот такую теперь карту. Значит, территории примерно выглядят так, по их версии. Бои идут уже за кварталы города. Украинские же паблики отмечают, что в данном случае произошло элементарно повторение сценария взятия Покровска. Тогда штурмовики российские накапливались в городе постепенно, начинали резать на части и зачищать. И это было очень долго. Долго рассказывали, что нет, ничего не взяли. Но потом как-то сообщили, что Покровск пал. Ну и кто уже помнит про этот Покровск? А это Славянск. Ствольная артиллерия. Очень знакомо для тех выходцев из Донбасса, которые были под огнем ствольной артиллерии вот с 2014 года. Не дроны, ствольная артиллерия. Это что означает? Что эту артиллерию удалось подтянуть, килл-зоны вот этой нет, и, в общем-то, лупят. Все нормально. А Лукашенко все говорит, Зеленский, там вот политические амбиции. У него сегодня спросили на саммите Г7, когда он последний раз плакал? Когда вы плакали в последний раз? Боже! Боже! Иннокентий Смоктуновский. Это что еще на ускорке, я прошу учесть. Пауза какая. Смотрите, лицо какое. Я постараюсь сделать это после нашего интервью, хорошо? Когда в последний раз? Знаете, это между нами. В общем, я нормальный человек. Нормальный человек. И у нас почти каждый день бывает много разных моментов. Много потерь на поле боя и среди гражданских. И происходят совершенно безумные атаки на наших людей. И это просто... Это не об этом. То есть это очень тяжело, правда. Когда я отдаю приказы, я говорил об этом. Для меня всегда тяжело, когда я отдаю приказы матерям и отцам. Тем, кто потерял своих детей, конечно, в такие моменты. Аурелия, я часто плачу. When I give orders, I said about it. I always, it's always difficult for me when I give orders to the mothers and fathers who lost their children. Of course. In such moments, really, I often cry. Часто плачу, часто. Ну, там переводчик перевел как плачу. Ну, по-английски не спутаешь, конечно, но тем не менее. Знаете, вот мне это напомнила, эта вся история,
недавно в чемпионат мира по футболу уже идет. На Полимаркет открыли интересный рынок ставок. Вероятность того, что Роналдо заплачет на поле или на скамейке во время чемпионата мира. 71%, между прочим. Чтобы победить, слезы должны быть отчетливо видны на фото или во время матча. На этот исход пользователи платформы уже поставили более 72 тысяч долларов. Представляете? Я бы вообще ставки делал на слезы Зеленского и на его вот эти театральные ужимки. Но украинцам, получается, нравится. Звичайно, я буду голосувати за Зеленського. Коней на переправі не міняють. Хто б що нагнав на нашого президента, але, блядь, ребята, це самий нещасний президент. В нього спочатку ковід, потім війна, потім ще касіно. Йому треба приймати непопулярні рішення в цей час. Я б за Зеленського голосував, якщо що, чесно. Тому що він не кинув Україну, коли була така змога у нього. Якщо б не він, якщо б не наші військові, то Росія б вже давно б нас захопила би, чесно. Если б не Зеленский, Россия бы нас захватила. Он не втік, він же бо не втік. То есть все нормально. Плюс вообще какой-то несчастный президент. Конечно, он каждый день плачет. Вы думаете, почему Ермак так долго держался? Он его мог прижать, и он мог поплакать на его широкую волосатую грудь, потому что плакать же каждый день, приказы надо отдавать. А там в 2020 году ковид этот, понимаете, ничего не успел. Конечно, будем голосовать за Зеленского второй раз, отвечают украинцы. Понимаете? Но украинцам нравится, получается. Они на это ведутся. На все, получается, ведутся. Но тут интересный момент, когда украинцам Зеленский может как бы писать в глаза, пытаются делать это те же самые. Вот все хотят вернуть Крым, посчитали журналисты «Нового времени». От нардепка Таміла Ташева. Ситуація безпекова на всіх територіях теж різна. Ми маємо це розуміти. Я не закликаю абсолютно всіх людей виїжджати з тимчасово окупованих територій. При тому, Так, это что-то новенькое. Я не призываю всех людей выезжать из оккупированных территорий. я прекрасно розумію, що до людей можуть ставитись погано, що це питання безпеки людей і так далі. Що стосується Криму, наприклад, я кримська татарка, я можу сказати там про себе, що говорили кримські татари з самого початку. Якщо ви можете лишитися на своїй землі, лишіться там. Тому що якщо всі люди абсолютно поїдуть з окупованої території, хто там лишиться? Ми розуміємо. Вот это отличная логика. Если все уедут, а кто ж тогда останется? Кто ж останется? Що Росія паралельно заміщає своїм російським населенням територію Криму, Маріуполя, Донецької області, Херсонської області і так далі. Я не кажу, що ну, там и так дальше. Россияне просто завезут туда всех на свете. Понимаете? Поэтому не уезжайте. Не надо уезжать из Крыма. Мы туда вернемся. Вы нам поможете. Вы смотрите, какой интересный нарратив запускают. Вот они пытаются точно так же вот это вот как бы дуть людям в уши. Но как-то выглядит очень глупо. А Зеленский вот это все. Я плачу каждый день. А гляньте, как украинцам нравится. Точно такая же история сейчас запускается военным. Военные же тоже украинцы, бывшие гражданские. Вот Федоров рассказывает, что в Украине запускают очень быстрый путь возвращения военных из СЗЧ непосредственно в топ-50 плюс самых эффективных боевых подразделений без батальонов резерва. Ну, короче, бросать будут на передовой. ССЧшник сразу в суперэффективный батальон попадает. Понимаете? Замануха какая. Цель заполнить 30-50% штурмовиков, пехотинцев иностранцами. И все как бы Федорову верят. Иностранцами сейчас всех заполнит. Ничего себе. Сам говорит Федоров, трансформация нас ждет. Про що цей проект? Які сенси в нього закладались і хто над ним працював? Так, дійсно, питання вже назріло, м'яко кажучи, і потрібна справедливість, світ в кінці тунеля для наших військових, які деякі вже там 4 роки і пішов 5-й рік знаходяться на полі бою. А світ в кінці тунеля нам Прометей Федоров несет. Деякі більше років, з 2014 року у нас велика кількість військовослужбовців, не тільки з початку повномасштабного вторгнення. Тобто є питання заробітної плати, є питання, і багато питань назбиралося за цей час. Є ще окреме питання, це процес мобілізації, який сьогодні відбувається. Ми бачимо багато різної інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення. З одного боку, нам потрібно посилювати поле бою і зупиняти ворога, і знищувати ворога. З іншого боку, ми бачимо десь силову мобілізацію і... Где-то видим силовую мобилизацию, представляете?
люди не хотят, ропчут. На Троєщині бунт какой был. Це справедливе обурення викликає у населення. І от ми потрапили в всю цю ситуацію. Знаєте, це як робити операцію на серці, коли в тебе не вистачає обладнання, а ще немає світла і немає правильних ін'єкцій. І Пальцем еще надо сказать. Пальцем. Не хватает, нет на операции ни света, ни ножа, ни скальпеля. Пальцем. Знаете, вот эти, много было таких популярных этих самых, ложится там кто-нибудь, мужчина, женщина, а там его так берет, типа пальцем, вот так раз такой, и достает какую-то штуку, вот тут лопается такой шарик, кровище, вот это все. Операцию он собирается делать. І тобі потрібно це робити для того, щоб серце не зупинилося. В принципі, ти ніколи не мріяв стати хірургом. Так, це м'яко кажучи, не Смотрите, мріяв, точно. о чем они? Какие нахрен хирурги? О чем они? Ну вот о чем они? Говорит, через полгода вообще ситуация на поле боя изменится. Завдяки правильним закупівлям і конкурентним закупівлям, а ми змінили багато процедур щодо закупівель, по факту ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни, як показують попередні роки, вони адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Зараз, от, там, найближчі 6 місяців точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, от, як сьогодні ми записуємо інтерв'ю, напередодні Росія ударила 30 ракетами балістичними по Києву. Ось це на все, на що здатен на сьогодні Путін, просто бити по центру міста балістичними ракетами, розуміючи, що це майже практично єдине питання, яке поки що ми не можемо самостійно закрити, а нам необхідна допомога. То есть Путин только по центру города. А куда он бьет? Куда? А, костюмы уничтожает, наверное. Американців і ця програма Pearl, яка фінансується європейцями, дозволяє отримувати кількість певну ракет на місяць. Але це якась вже агонія і У кого агонія? Нерви Путіна намагатися бити центр міста, вбиваючи цивільних. Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою. Це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск. І він його продовжує чинити, накопичуючи 2-3 тижні все, що він може накопичити. Це ми бачимо його максимум. Это вот максимум Путина. Вот это то, что мы, это вот все. Хуже не будет. Полгода ситуация вообще, у нас будет инициатива украинцев. Вот это министр обороны. А вы думали? Смотрите, как классно. Классно рассказал. А закупки какие? А, все сразу те, кто, помните, вот это Миндичей хейтили, сразу начали зализывать до красна. А ви з президентом не говорили про корупційні скандали? Ну як не говорив? Звичайно, що говорив. Неможливо було такого, щоб я прийшов і не спитав. Президент каже, що Міндіч злодій і долбойоб, то... Миндич говорит, вор і долбодятел. Мені здається, його ставлення до ситуації є зрозумілим. Почутого у відповідь від президента на мої запитання мені є достатньо для того, щоб і далі продовжувати вітатися при зустрічі і спілкуватися. Тому в мене так. У него так. Он что-то от Зеленского такое услышал, и этого достаточно, чтобы продолжать здороваться. Понимаете? Вот так вот меняется история. Вот так вот. Путин, значит, он на максимуме. Ничего не получается у россиян. Все отлично. Мобилизация там, Федоров говорит. Ну как мобилизация? Ну, мобилизация. Мобилизация как мобилизация, понимаете? Вот, пожалуйста, ГБР сегодня раскрыла издевательство в ТЦК в Одесской области. Мужчин били, незаконно удерживали, и они подвергались сексуальному насилию. По данным следствия, ТЦКшники незаконно удерживали мужчин, физическое и психологическое насильство воздействовали и действия сексуального характера. Вот вам как бы нормальные ТЦК, какие-то там проблемы с ТЦК, людей бьют на улицах. Вот ГБР об этом сообщает и прикладывает видео. Ну включи свет. Присядь. Саша скоро. Пойдем, поглядим. Носом дыши. Дыши. Нет. Дыши носом. Глубже, дыши носом. Понимаешь, что особо утянул, да? Игра посреди 208, та, что 15 минут
Ну и, в общем, вот так вот и задержали. Представляете? Интересно, что их будут там... Что с ними будут делать в СИЗО, в тюрьме, после вот таких вот «дыши носом» в этом бусике и других вещей, которые они творили. Вряд ли будут только тапки носить зубами, как мы показывали когда-то. Да, какие-то проблемы с мобилизацией, какие-то там, да. Кто же это все делает? Разумков рассуждает, говорит, нам же Зеленский обещал, что это получается, вот эти все элементы насилия делают, ну, наверное же там, ну это же герои, они же служили. Оказывается, не. Больше половины не служили в армії. Більше 40% в ТЦКшниках було на фронті. Це там Зеленський казав, що в ТЦК не мають бути, всі мають бути лише з бойовим досвідом. 40% мають бойовий досвід. 40. 60 не мають взагалі. Тобто, якщо ми беремо 46 тисяч посад ТЦК, я пропоную взяти ці 60, понад 60% і з них сформувати корпус, ТЦКшний корпус. Це буде близько там 30, навіть більше тисяч людей. Це 5-6 бригад. І хай оцей замміністра їх очолить. Причому я вважаю, що цим героям навіть не треба зброю видавати. В них все є для успішних операцій. Бусики є, балаклави є, нарваність є. От їх просто відправляємо. Вони заїжджають на російські позиції. Всі хапають, в буси позакидали, газом задули і повезли одразу в Чернівець, в Ужгородське ТЦК. Пам'ятаєте ці концтабори? Короче, собрали их на фронт, на передовые позиции россиян. Россиян, значит, это все бусифицировали и отвезли туда. В яких вони тримають людей. Причому умови, в яких сьогодні тримаються військовополонені, які потрапили до нас або здалися в полон до нас, російські військові, в них набагато краще, ніж у людей, які сидять в цих концтаборах ТЦКшних в різних містах нашої держави. Так хай повоюють, вперед, які проблеми? Это, кстати, очень серьезное политическое заявление. Условия содержания российского военнопленного лучше в Украине, чем условия содержания мобилизованного в ТЦК. Это прям очень интересная история. Причем все регионы, вот там кто-то передавал Ровно, Лопаты, да. Вот смотрите, журналистка пришла в ТЦК, в Ровно, искать брата інваліда. Я запит хочу вам надати. Ну, будь ласка, тільки письмовий. На військову установу. І взагалі, я просто сподіваюся, я письмовий запит десь залишу. Ну які запити? Що вам сказали? Кому ви маєте залишити? Я черговий. Какие запросы? Кто ты вообще? Пошла вон отсюда. Ставте свої посвідчення, по-перше, свій запит і тому подібне. Четверта влада. Де дозвіл? СБУ, де провірка СБУ? У нас закрита зона. Міністерство оборони України. Вам треба спочатку пройти доступ в Службу безпеки України, щоб вона надала доступ право на захід нашої території. Тоді далі будуть всі інші питання. А що у вас територія? Четверта влада, читаємо законодавство. Читай законы. Пришла тут, хочешь просить видеть кого-то, брата. Что тут вообще находишься? Пошла вон, проверь СБУ, у нас закрытый режимный объект. А яка у вас територія? Закрита. А де це позначено? Ну позначте. Я хочу запит залишити. Ну, та залиште, будь ласка, письмово, будь ласка, зверніться. Я хочу залишити. Ну, то, будь ласка, залишайте запит. Який усний запит? Про що ви говорите, журналісти? Усний запит. Запити можна подавати в будь-якому форматі. Та ви що, серйозно? Так. Ну, добре, давайте записуйте. У нас немає де вас записати ваш усний запит. Як ми можемо передати? А електронну адресу, можливо, у вас? Будь ласка, на сайті у нас є сайт, будь ласка, зверніться. А де ваш сайт? Я не змогла його знайти. Зверніться, будь ласка, в вище Ви будете знімати на телефон там, ну, не треба знімати, ну, за що ви знімаєте тут? Щоб було підтвердження інформації. Видаліть, ну. А ні. І набери контрозвідку, будь ласка, і Службу безпеки України. Добре. Це тоді буде цей. Будь ласка, видаліть. Да. І що? Короче, ее побили и выгнали. Она там записывает на диктофон, как ее били, издевались. Давай контрразведку, давай всех. Брата-инвалида пришла забирать. Брата-инвалида. А это Бучанский ТЦК, Бучанский. Вот там же говорили Буча, Фейгин, говорит, Буча. Вот она, новая Буча. Помогайте мне, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Значит, что произошло? Помогите. А що ви робите? Ну, там на самом деле много таких видео. Что произошло? Значит, по утверждению автора видео, значит, муж подруги Николай, которому, в общем, его 13 числа
13 числа, да, по дороге в магазин окружили 8 сотрудников Бучанского ТЦК, запихнули в бус. 2 дня человек был без телефона, без связи, без ничего. 14-го, значит, позже удалось найти местонахождение. 15 числа утром они приехали в поликлинику, где его насильно, ну это же как бы тоже там, да, выходные, все дела, насильно его ВЛК заставляют проходить. Значит, в розыске он не находится, данные все уточнены вовремя. Значит, жена вот этого Николая попыталась передать ему заключение из больницы о том, что у него травмы, какие у него есть после этого. После чего представители ТЦК начали просто тупо бить всех присутствующих. Ну, вот такая вот нормальная история. То есть все хорошо. Сегодня Лубенец вообще сделал заявление, что я за то, чтобы все закончилось. Все закончилось. Реформа должна быть ТЦК. Все, прям призывает. Ну, Лубенец в последнее время призывает, но он там призывает, кричит, а кто его послушает? Другое дело, вот депутаты рассуждают про ВЛК. Ми підіймали це питання з паном Михайлом, да, і він Ну, Михайло, вы же видели Михайло. Михайло — это Федоров. зауважив, що буде запроваджена повторна ВЛК. Повторная называется ВЛК. Система повторного ВЛК. Все теперь должны медкомиссию пройти повторно. Після базової військової підготовки або під час цієї підготовки. То есть тебя засунули, привезли на это ВЛК, как вот в Буче, да, в Киевской области. Значит, его, так сказать, отправили, он уже проходит, он уже в учебке. А тебе еще одно ВЛК дают. Да, тому що дійсно дуже багато скарг від командирів частин, що наша ТЦК працює не на якість, а на кількість. І, в принципі, першочергова ця ініціатива щодо грошового забезпечення цілею номер 1 є це мобілізація іноземних військових. Иностранных военных надо мобилизовать, а этих списать, выгнать, убрать. Дешевле воевать иностранцами. Откуда? Какие иностранцы? А вот эти вот все осознали на 5-м году войны, что вот эти избитые, покалеченные ТЦКшниками, они, когда становятся солдатами, их ж мобилизуют, они, ну, как бы гиря на ногах бюджета. От, але дійсно, умовно, 50% вони не придатні, ті, хто мобілізовані, до війська. Да, і тому, в принципі, командири кажуть, що давайте так, це умовно якийсь для державного бюджету тягар. Так. Ми їх навчаємо, одягаємо, годуємо, лікуємо, а KPI цих військових, він набагато нижчий, ніж очікують держава. Тому на це треба реагувати. І я думаю, що ця реформа щодо грошового забезпечення, вона точно зможе зробити великі зміни. Вообще мне нравятся подходы современных руководителей украинских. Они такие, знаете, они такие современные. Они вот такие, знаете, такое инфо-цыганство. Ну типа, ну что вы вот это? Что вы? Вот смотрите, Путин, он слабый, это его максимум. Вот он ударил 30 баллистических ракет. Вот это все. Ну что вы? Ну успокойтесь. Да, это он от бессилия лупит. Мы сейчас ничего страшного, мы это закроем, эту баллистику. Вообще тогда повоюем. Ну там кого-то избили. Ну да, народ, конечно, робит. Мы все избили. Иностранцы будут воевать. Иностранцев, конечно, возьмем. Лукашенко прав, людей нет. А тем, кто есть, впаривают как инфо-цыгане, понимаете? Впаривают какую-то дичь. Целый профессор Грицак вещает. Говорит, если ты находишься в депрессии по состоянию войны, ты Путину помогаешь. І треба, щоб навчився жити в таких умовах. Тому що перед нами 10, не знаю, 5, 10, не знаю, 10 років кризи. То есть, смотрите, 5-10 лет будет. Надо, чтобы человек научился жить в этих условиях. Ситуації постійної безпеки, балансування на між миру і війни, Трамп, всі таке, всі інші, знаєте це. Але це не має нас паралізувати. Людей таких. Якщо він нас не показує, що, знаєте, вона переходить через цей стан, стан страху, парачки, всі інші не розвиваються. І думаю, що це той образ, цей досвід, який ми неминуче маємо ділитися світом і показати його. Ворог хоче, щоб ми перш за все зламались морально, а ми маємо триматись на зло. Я маю дуже просту формулу. Якщо ви приходите в депресію, ви допомагаєте Путіну. Так. Це той межа, яку не можете перейти. Все, ты в депрессии, значит, помогаешь Путину. Поэтому что? Поэтому никаких депрессий. Вон, пожалуйста, Хмельницкая область. Разбился самолет. Сообщили сначала, что это, ну, там непонятно же, обломки. Были, в общем, учения, тренировочные полеты, что это
МиГ-29 оказалось немножко нет. Около 7 часов вечера 16 числа авиакатастрофа Су-24М 7-й бригады. Экипаж, летчик и штурман, погибли. 2 летчиков погибли. Щирі співчуття, ну типа искреннее соболезнование семьям майора Загорулька и Старлею Бабенко. На месте падения работают правоохранители. Пострадавших нет среди гражданских. Ну, в общем, как-то так. Ну, то есть разбираются, что стало причиной. Тренировались, и вот Су, в общем-то, разбился. Но ты не должен быть в депрессии. Родные. Нет, помогайте Путину. То есть, понимаете, до чего доходит вот этот нарратив? Абсолютное инфо-цыганство. Абсолютное. То есть, такое ощущение, что солдат — это не солдат, а солдатики они передвигают. Это не судьбы людей. Это солдатики. А в тылу, вот, пожалуйста, появляются вот такие замечательные инициативы. Детская песочница. Это Черновцы. График работы с 10 до 9 вечера. Билет 150 гривен. Льготный билет 100 гривен. По УБД, участник боевых действий, переселенцам можно заплатить 100 гривен. И многодетным семьям по 100 гривен. Бесплатно могут играть дети с инвалидностью, семьи, которые потеряли родных на войне. Но нужно удостоверение предъявить. Это вход, стоимость за безлимитный день. Браслет выдают, чтобы в песочнице поиграть в Черновцах. Браслет тебе выдадут. И если ты потерял родных, то тебе, пожалуйста, бесплатная песочница. Но ты должен удостоверение показать. Коммерциализация идет везде. Коммерциализация. Это в Черновцах. А вот в Одессе, на Маяках, другие способы и расценки другие. Я хочу хлеб купить. Вам на хлеб деньги? Да. Да я вам просто так дам, мне ця книжка не интересна. Да возьмите хлеб. Не надо, сколько вам надо денежек? 16-20 гривен, вот так. 16-20 гривен. Мужик ходит, останавливаются там машины, продает книги. Не первой свежести, но книги. Он все там на русском языке. Говорит, мне до 16-20 гривен я там себе куплю какие-то, не знаю, мивины, что-то еще. Я чувствую, от вас алкоголем не пахнет, я вам дам даже больше, просто так, книжки мне не надо, спасибо. Вот тут хороший вот для вас. Не, я не увлекаюсь, я не читаю, я просто так вам дам деньги, Так, спасибо. ну а дети читают? Так дети, сказки. Не надо ничего. Я тебе просто так, мужик, дам. А он, смотрите, он подходит, он как бы... видно, что он обездолен, видно, что он, ну, как бы, понятно, не пьяный, не какой-то там, не этот, но он как бы сознанием дела дает эти книги, потому что они хорошие. Мы не знаем, может, он не читал эти книги, но, в принципе, он видно, что он книги читал. И понимает, что это хороший сборник. Да, он там выглядит вот так, как выглядит, там, понятно, старый. Но таких ты в Украине уже не купишь, имеется в виду новые. У меня дети еще маленькие. Ну так буду читать. Сейчас, подожди. Хорошо, это советская книга еще. Вы сами с Маяк, да? А? Вы сами отсюда, с Маяк? Да. Я с Маяк. Спасибо вам большое. Нема за что. Хорошего дня. Спасибо. Давайте. Большое спасибо. С Маяк, оттуда. Именно оттуда. Книги продает, по машинам ходит. За 16-20 гривен на еду не хватает. На еду. А нам рассказывают про прорывы. А человек, который готовит еду, он во Львове женился недавно. Значит, это Клопотенко, повар Лавры и Елены Зеленской, школьного питания автор. Вот такие наряды у них на свадьбу. Сыграли под дождем, в кроксах, счастливые. А деду в Маяках на еду не хватает.
Но находятся всегда же позитивные блогеры. Давай, что мы так вот это вот... Вот все там говорят, там, Шелест, что ты такой негативный. Давайте, вот позитивно. Находятся позитивные блогеры. Ну да, дед, ну, повезло тебе там. И книга осталась, может, кому-то другому продашь. Хорошую, советскую. Таких уже не печатают. И еще там бесплатно кто-то даст, там, 100 гривен. Клопотенко, он отгуляет свадьбу. А Україна візьме і розбагатіє. Україна стане багатою раніше, ніж закінчиться війна. І ось чому. О как! Сейчас она объяснит, почему Украина вообще станет богатой раньше, чем война даже закончится. Україна не може стати багатою, поки триває війна. Саме таку думку часто сьогодні можна почути. Зокрема, її озвучив і відомий журналіст Віталій Портніков. Він навів приклад Ізраїлю. Мовляв, поки Ізраїль воював з сусідами, економіка не розвивалась. А справжнє економічне зростання почалося тільки після мирної угоди з Єгиптом. Але чи справді причина була у війні? Мене звати Яна Матвійчук, я займаюся підприємництвом і благодійністю вже понад 20 років. І я думаю, що причина була зовсім в іншому. Перші десятиліття Ізраїль будувався як дуже соціалістична країна. Земля фактично не була приватною. Багато підприємств контролювали профспілки. Економікою керувала держава. І саме це стримувало розвиток. Бо багатство створюють не чиновники. Багатство створюють підприємці. Подивіться на Південну Корею. Мирного договору з Північною Кореєю немає. Формально війна так і не завершена, але це не завадило Південній Кореї стати однією з найбагатших країн світу. Чому? Тому що там будували заводи, відкривали бізнеси, виробляли товари, створювали нові технології, тобто розвивали капіталізм. І тепер подивімося на Україну. Хіба сьогодні люди не відкривають у нас бізнеси? Хіба не будують нові виробництва? Хіба не створюються дрони? Хіба не працюють... Дроны! Дроны! Вот вы что? Ну, смотрите, бизнесы, люди бизнесами занимаются. Дед из Маяков не занимается бизнесом. Хотя почему? Он продает старые советские книги, ходит по парковкам. Тоже получается, он бизнесмен. Компанії. Я сама під час війни інвестувала у виробництво сидру в Закарпатті. І таких підприємців в Україні тисячі. Люди не чекають, поки хтось підпише якийсь папірець. Люди працюють вже зараз. Так, війна шкодить економіці, це очевидно. Але головне питання інше. Чи допомагає держава людям працювати? Чи заважає? Бо якщо зменшувати бюрократію, спрощувати правила, захищати приватну власність і давати людям більше економічної свободи, економіка може зростати навіть у дуже важких умовах. А нам сьогодні, в Україні, потрібна сильна економіка. Саме тому я не вірю, що Україні треба чекати миру, щоб почати багатіти. Багатство створюється не після війни. Багатство створюється кожного дня людьми, які працюють, ризикують і відкривають власну справу. Гроші потрібні нам для перемоги. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, Україні треба чекати миру для розвитку, чи економіка може зростати зараз? Напишите в комментариях, может вообще расти экономика сейчас? Может или нет? Ну, Украина может быть богатой и во время войны, почему нет? Жванецкий, по-моему, говорил, да, про дураков и умных, да? Что, ну, в общем, перехватили. И вот и появилось вот это, ну, перехватили одни других. Раньше умные управляли, сейчас дураками, а сейчас дураки умными. И вот поэтому все перевернулось, и вот сейчас мы видим вот это сплошное инфо-цыганство. Не отчаивайся, все будет хорошо. Предприниматели тебя спасут. Вот дроны можно производить. Можно там открывать чего-то в Закарпатье, почему нет? Давай, инвестируй. Но некоторые инфо-цыгане даже как-то выглядят умнее. Украина богатая. Вот продолжение темы и в финале шума. Вот прям вот это очень интересно. Как вот вы отреагируете на вот такое утюжение мозгов? Бедный не тот, у кого мало, а бедный тот, кому мало. Я прям кайфанул от этой мысли. Почему? Человек по своей природе такое существо. Мне никогда в жизни машины не было. Сафар купил машину, через 3 дня я уже на другие смотрел. На джипы, на 10 тысяч, 15 тысяч дороже. Моментально все. А до этого я о таких машинах мечтал.
Когда iPhone новый выходит, нас прям теребит, мы новый хотим, новый. А когда покупаем, через 3 дня забываем. Почему ждем, когда еще один выйдет? Если бедный, например, ну какой бедный? Я для своих детей мечтаю дом с бассейном, мечтаю. А тот, у кого есть моих знакомых дом с бассейном, они его даже не заливают водой, он им не нужен. Они уже хотят где-то далеко, где-то хоромы какие-то другие. Человек, вот мы все одесситы у моря живем, и нам это море не нужно. С Киева к нам, со всей страны ездят на море побыть, а мы вот бы на океан слетать. То есть человек по своей природе такой. И корпорации этим пользуются, превращают нас в потребителей. Мы хотим шоколад, мы хотим iPhone, мы хотим это, хотим. Почему? Всегда мало. Всегда будет мало. Что бы вы ни получили, вы захотите больше. Поэтому себя контролируйте. Не будьте людьми, кому мало. Понятно? Кому мало, не будьте. То есть у кого мало, это не проблема. Но кому мало, если, это проблема уже. То есть если вы будете всегда думать, вот было бы то, вы несчастливые будете люди, несчастными будете. Вы постоянно будете в нервах, как этого добиться, как того добиться. А если будете людьми, которые будут довольствоваться тем, что у них есть, у вас амбиции будут, желания, вы более счастливую жизнь будете жить, развиваться, общаться, то есть без нагрузки эмоциональной жить. Согласны насчет эмоциональной нагрузки? Ну, это же, в принципе, логично. Эмоциональная нагрузка, депрессия у тебя. Путину помогаешь, не надо помогать. А Украина будет богатеть, и все будет хорошо. Да и победа будет. Сейчас деньжат заработаем. Сейчас вот полгодика Федоров придумает реформу. Путин же максимум показал, что куда уже. И все отлично. Согласны или нет? Пишите в комментариях. Давайте пробежимся по вашим вопросам, конечно же, да, и, в общем-то, поймем, что к чему, как говорится. Так, значит, что еще важного? Да, дроны полетели на Запорожье, погиб 1 человек. Это вот сейчас сообщают после взрыва в Запорожье. Господи, такая новость интересная. Насильственная мобилизация в Киеве на улице, не догадайтесь никогда какой, Маккейна. Улица Маккейна. И там пхнут, собственно, мужика. На улице Маккейна, понимаете? Это вот отдельная новость. Сообщество YouTube, друзья, что пишете здесь? Так. Да, много комментариев. Спасибо, друзья, за то, что поддерживаете. Так, спасибо. Все шумят. Севастополь приветствует. Благодарю за шум, вашу позицию, внимание к аудитории. Я, который отправил видео... в Колобок, имеется в виду, Колобок, видеоматериалов дошли в Одессе и Шевченко. Добра и света, скорейшего мира. Спасибо большое. Просто сведению. Александр, изображение видео поведения Зеленского, которое вы показали в стриме, создает впечатление поведения Зеленского как поставщика эксклюзивного товара с определенными параметрами под заказ. Нехорошие мысли появляются. Сделки, которыми он могут сильно ударить именно по индивидуальным покупателям в случае публичной огласки. Полностью, Александр, с вами согласен. Так это и есть. Начинается жара? Да, начинается жара, Роман. В прошлом году Зеленский грозил Москве блэкаутом. Все помнят, в чем это закончилось. На самом деле для самой Украины зимой. Теперь он обещает Москве тяжелую зиму. Украинцы в комментариях ему аплодируют. Странно. Они разве не забыли, как сами согревались бутылками, кирпичами и мечтали о весне? Но не добили же энергетику, понимаете? Все равно там. Все ждали ударов по генерации, я помню, в конце зимы. Но этого не случилось, потому что, опять-таки, вот все хулят дух Анкориджа. Ну так, подождите, так он помог, этот дух Анкориджа. Анна Салам, спасибо большое за поддержку, за донат в суперчате. Спасибо, если работает этот сервис, это очень помогает, благодарю вас. Так, что у нас еще в сообществе? Александр, пожалуйста, обрати внимание, это февраль 2015 года, Джордж Фриман, директор Стратфор, США, о создании зоны Междуморья для России. США построят санитарный кордон вокруг России. Россия знает это. Главные внешнеполитические интересы США сконцентрировались на отношениях между Россией и Германией, поэтому, объединившись, они являются силой, представляющей для США жизненно важную угрозу, и нашей задачей не допустить их союза. США контролируют все океаны на планете. Следствие, можем осуществлять вторжение везде на планете, но никто не может напасть на нас. Хороший расклад, осуществление контроля над океанами в космосе является основой нашей власти. Для России военный статус Украины предоставляет жизненно важную угрозу, и русские не могут просто так ставить этот вопрос. Да,
Я понял, кого вы цитируете. Спасибо за Джорджа Фридмана. В принципе, давно говорилось, что это тоже германский вопрос, и Берлин и Москва, объединившись, почему этот трубопровод, кость в горле, почему все это? Потому что это очень серьезная конкуренция, глобальная. Сейчас Китай конкурирует. Ну, Китай нужно давить. А пока есть Украина, понятно, что и Европа будет истощаться. Вот я вообще не понимаю немцев. Вообще не понимаю. Они готовы там отказаться, строить бундесферы. Вот эта вся история. Мерц этот, который говорит, я не отдам Донбасс. Мерц, представляете? Ради чего? Какую прибыль они хотят? Ну, расклад, что сейчас Россия развалится. Да Россия может остановиться в любой момент. Ну, взять и сказать, все, окей, вы просили, хорошо. Да, там война потом возобновится, все об этом говорят, но по большому-то счету. Если возобновится, все, удар ядерным оружием. Они думают, что Россия не ударит ядерным оружием и ничем другим. Но сегодня прошла информация, что Орешник может быть, ну, он сейчас или болванки, или ядерный, а может быть еще некий боевой. Там ситуация такая, что вот эти головки, они разогреваются, летят очень с большой скоростью. И вот когда там ядерная, там вольфрамовая, да, это как бы оно все выдерживает и, в общем-то, идет. А если обычная взрывчатка, температуры, все дела, то есть там очень сложно ее начинить не ядеркой. То есть или пустая, или ядерная. И вроде поставлена задача, там ищут материалы, чтобы вот это... И тогда это уже другая совсем угроза. Да, это просто ракета, которую невозможно сбить ничем. А видят ее исключительно потому, что Россия предупреждает о пуске, что это не какая-нибудь ядерная дура куда-то летит. Так... Значит, да. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста. Не знаю, отображается почему-то мало лайков. Что тут чатик? Шольцу нужен Донбасс. Ха-ха-ха. Зеле нужен кокс. Ну, нормально, ложечка есть у Мерца. Ваша версия, каковы шансы выживания России, если сейчас противостояние Россия-НАТО потери несет только Россия, а НАТО только наращивает силы, удары и санкции? Ну, смотрите как. Ну, если будет противостояние НАТО против России, а кто сказал, что Россия будет одна в этом противостоянии? Вообще мне очень непонятно, почему никто не оценивает Россию более-менее трезво. Вот все очень стереотипны. Вот все очень стереотипны. Это там деревянные туалеты, покосившиеся избы, вот так все плохо. Те унитазы, которые есть, украли в Украине, понимаете? Но все вот видят, что, ну, как перемалывает война Украину. И все кричат, Украина стала сильнее. А Россия не стала сильнее. Имеется в виду, люди не стали подготовленнее к войне. Кто-то скажет, да нет, Россия большая, там много людей, им плевать. Ну не скажите. В каждом райцентре, ну если не в райцентре, но в регионе, есть уже там группа отслуживших по контракту в том числе, ну там все по контракту, есть побывавших, есть кому организовать оборону, и с каждым годом это только будет нарастать. Почему-то вернувшихся с войны все считают только, ну, какими-то бухарями, алкашами, зачинщиками, а они запустили программу внедрения их в государственный чиновничий аппарат. Ну, вот эти все там, не знаю, время героев или как-то, или что-то путаю, не знаю. Ну, короче, они внедряются в эту систему. В систему гражданской обороны, в систему той же мобилизации. Мобилизации города и населения. Да, пока это не так выглядит, но к моменту войны Россия и НАТО это будет выглядеть уже совсем по-другому. Плюс корейские товарищи, а там, поди знай, и Китай может вполне себе выйти на авансцену и сказать, вот мы за Россию, мы помогаем всем России. Так же, как 50 стран помогала Украине в этой войне. Если это НАТО, то это будет сразу мировая война. Все в нее втянутся и все подключатся. Мы еще увидим, что перед лицом этой войны из НАТО повыходят. Вот как сейчас вступили, так вот перед войной, если она будет развязана, повыходят. Поэтому тут очень спорный вопрос, кто победит. Просто оценивать нужно. Оценивать. Так... Турецкая крепость. Ну, давайте подведем итоги опроса. Приблизил ли саммит семерки
Мир в Украине. 13%, 11% приблизить могут только украинцы, сплотившись. Ох, люди, смотрите и не верите в украинцев вообще. Жалко. 13%. Да, скоро все увидим на поле боя. 19% только отдалил, и 57% считают, что нет, все будет по-прежнему, вот такая же тягомотина, аккуратное повышение по ступенькам эскалации, страдания, лишения. Печальный, конечно, итог нашего опроса, но тем не менее. Спасибо большое за то, что проголосовали. Так. Так, какую чушь пишут про язык? Ну, это да. Мгм. Ну, общайтесь между собой, вижу, там потери с двух сторон. Кто стыцко, кто не стыцко. Так, для Москвы угроза только украинская ментальность и больше ничего. Перестаньте воспринимать их как врагов. Поймите, что есть определенная политическая позиция. Разве сложно? Это, наверное, общаются друг с другом россияне и украинцы. Очень много сейчас остроты. Россияне, украинцы, причем там одни боты, вот эти, которые, я не знаю, индусы, не индусы, ну, типа, другие боты, боты на ботов. Очень тяжело среди ботов оставаться нормальными людьми. Я это понимаю. Но давайте все-таки не терять лицо и писать свои комментарии. Как я говорю, хорошие, добрые комментарии. Но не обязательно хорошие, добрые. Имеется в виду свои, живые комментарии, не прикрываясь. Александр, как вы думаете, всех украинцев в Польше заберут на войну? Нет, не всех. Не всех заберут на войну. Там уже те, которые украинцы в Польше, уже там скоро будут почти поляки. Поэтому не заберут на войну, не думайте. Но им лучше украинцы все равно, чем понаехавшие цветные. Хотя и таких хватает там. Александр посмотрел сегодня все. Хочу вас спросить, как вы можете характеризовать сегодняшнюю Украину с медицинской точки зрения? Периодически вкалывают адреналин. Пациент лежач. Я о государстве. Иногда дергает ногой. И на аппарате искусственной вентиляции легких. Вот так бы я сказал. Шелест, я ни разу никого здесь не оскорбил. Так я вас не имею в виду, что вы кого-то оскорбили. Или восприняли, что вы бот? Нет, вы что. Саша, у меня вопрос о статье немецкой и нидерландской прессе. О создании военных лагерей для русских военнопленных. 1 на 2000 мест. Ваше мнение, и как Путин должен реагировать? Евгения, Швейцария. Евгения, смотрите. Мы же не знаем на самом деле, для кого эти лагеря. Я не хочу вдаваться в лютую конспирологию, но давайте тоже. Вот ТЦК, да? Массово работают? Точечно, но явление массовое. 35 тысяч, тут давайте в соотношении пропорции городов, стран и количества населения. Сколько там населения в этих Нидерландов, да? Это нидерландская пресса пишет, там в Германии об этом тоже говорят. И какой будет объем, условно. То есть это не обязательно для российских пленных. Это может быть так рассказывать, что это инфраструктура. Но это инфраструктура ссылки, подготовки, штрафбатов и других форм работы как раз-таки с мобилизацией. Нет, понятно, что земля там дорогая в Европе, и нужно строить и готовиться и к лагерям военнопленных, но это, я думаю, не первоочередная задача. Плюс, возможно, будут высылать определенных лиц, скажем так, за пределы, ввиду войны, военного времени. Устанавливать цифровое подданство, и это очень пригодится для этого будущего дивного нового мира. Поэтому я понимаю, что это, конечно, подается, что это для русских военных, как Путин должен реагировать, эскалация. Но мне кажется, они строят немножко для другого. Мое мнение. Так, спасибо за эфир, желаю вам мира и добра, хоть это невозможно в таких условиях. Да уж, условия еще те, спасибо вам большое за пожелания. Как вы думаете, Зеленский понесет наказание за свои преступления? Но в планах Зеленского нет, конечно. Он награды будет собирать, оружие продавать, делиться опытом, как побеждать Россию.
он думает, что он выйдет на очень хорошем, скажем так, очень хорошем уровне. И финансовом в том числе. Александр, заметьте, все, что опробовали в Украине, вводится в Европе. Да, да, именно так и есть. Как появилась такая страна с территорией, ресурсами, экономикой, наукой? Это Европа помогла или Штаты, коммунисты мешали этому? Украинцы хоть поняли, что им подарили страну, а они, по сути, отплатили черной неблагодарностью? Смотрите, спасибо вам за этот месседж. Это всегда сопровождается. Еще раз. Украинцам никто ничего не дарил. Если вы имеете в виду все блага. Строил весь Советский Союз. Страны, большие, там, сегодняшние страны когда-то были одной большой страной. Но были республики в этих странах. И строили в том числе и украинцы. Другое дело, то, что строили их деды и прадеды, они же сами продали, разворовали, разрушили, позбивали. Вот где трагедия. Да, строили все вместе. Понимаете, в чем дело? Это неправильно. Материальных претензий нести никто, вы не можете предъявлять. Потому что долги Советского Союза Россия взяла на себя, Украина и другие вот эти республики отказались участвовать в этих долгах. И отказались от имущества за рубежом, активах там за рубежом СССР. Они полностью перешли под Россию. То есть, справедливо это или нет, но так договорились в 91 году. Это было правильно и по понятиям. Кто что построил, конечно, но НИИ были и в Москве, и в Киеве. То есть центры были и там, и там. Да, это была одна большая страна, но украинцы тоже строили. Мне кажется, те украинцы, которые там строили Днепрогэс, восстанавливали после Великой Отечественной, все, они сейчас в гробу переворачиваются, крутятся вот так. Некоторые, конечно, видите, выходят и кричат, что потужно, Зеленский лучший, но тем не менее. Путин, если припрет, куда жахнет ядеркой, по бритам или по западенцам? Александр спрашивает. Я думаю, что он не жахнет ядеркой. Я думаю, что он жахнет конвенциональным оружием по базам, по модели Ирана. Те будут тоже бить в ответ. Будет веселуха адская. Но сухопутной составляющей войны России и НАТО и Европы не будет. Сухопутка вся уже здесь. Имеется в виду в Украине, на украинских фронтах. Я думаю, никто никуда не попрет, никто ничего захватывать не будет. Будут так перестрелки, оценят мощь, потери, рынки фонды рухнут и быстренько это все дело свернут. Испугаются. Так. Здравствуйте, Александр. Почему нет эфиров с Арестовичем? Он же там объяснял, мне тоже присылали. Нет. Слушайте. Так уж сложилось. Это не мое решение, я не могу вам ответить мотивацию. То, что объяснял неделю назад у себя в эфире, мне там скинули, прислали перепоны, потому что у меня слишком все плохо. Надо смотреть объективнее. Хоть объяснили в эфире подписчикам Арестовича. Почему? Потому что у меня такой информации нет. Пауза и пауза, и все. Может, она продлится вечно, может, без понятия. Еще раз. Есть разные, скажем так, взгляды на... Есть люди, которые меняют свою позицию. Есть люди, которые смотрят и строят какую-то... Там Арестович и многие другие, не только Арестович, они строят свою какую-то модель публичности, выступлений, так или иначе. То есть вы же видели Собчак, помните, там полгода назад, обувь, эти все там другие. Это такое планирование. Я в нем не участвую. То есть я в этом деле не принимаю ничего, никаких решений и так далее. Мы беседуем. Моя задача показать вам совершенно разное мнение. Я очень хорошо добивался этой задачи в эфирах с Алексеем Арестовичем. Хорошо, такого мнения не будет, будет какое-то другое. То есть
А там же персональный вот этот вот, ну вы поняли, то есть персональная стратегия и план дальнейший. Поэтому, значит, планы разошлись. Так бывает, ничего страшного. Спасибо всем большое за внимание к этому вопросу, как говорит Донни. Посмотрел, так. Вы что заканчиваете? Заканчивали. Я заканчивал журналистику, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. Так, привет. Трамп додавит Зеленского в этом году или только компроматом после Г7? В этом году закончится война? Ваше мнение? Спасибо. Ну, я думаю, в ноябре закончится все-таки. Он выторговал время до ноября. Вообще, конечно, для меня лично очень больно, когда вот этот цирк устроили с Лаврой, когда, ну, с Давженко, вот эти все удары. Нам же не показали все удары, куда еще летело. Я вам хотел поставить в шуме, ну, там и так, видите, опять как бы больше 2,5 часа, пожалуйста. То есть там же пожары, там 3 вертолета, куча тонн воды спустили, там очень серьезные были последствия. Но все запомнили что? Лавру. Фотографии Трамп посмотрел, как Зеленский на фоне обломка сфотографировался и возмутился. И все сделали вывод коллективно прессой западной и мерцами вот этими всеми, что он теперь тяготеет больше вот к Украине и глобалистам. Но посмотрим, приедет ли Витков с Кушнером. Вот посмотрим. И как тогда, куда будет он тяготеть. Я думаю, что компромат мы еще увидим. И Умерова не просто так притащили и таскал за собой Зеленский. Во-первых, он гражданин США, а во-вторых, это тоже такая... Он себя легитимизирует за столом Г7. Легитимизирует. Ему этого очень не хватает. Плюс он Умерова пытается вывести из-под удара. Ну как же, смотрите, тут Трамп под рядом Умеров сидел, а Умеров под ударом. Умеров под ударом. Вопрос, будет ли Усик президентом? Да. Думаю, да. Вопрос, какой Украины? Что от нее останется? Президент уже в любом случае не будет тем президентом, который в сегодняшнем понимании президентства, и даже вчерашнем, и позавчерашнем. Ну, а так почему? Может быть президентом. Почему нет? Но это уже не будет президент с бэк-офисом Ермака, Миндича и всех остальных. А так может и быть. Вот таким президентом он может быть вполне. И это будет компромиссная фигура, которая там кого-то как-то объединит, кого-то с кем-то, чемпион мира и так далее. Опять-таки, откуда взялись вот эти все чемпионы мира, артисты разговорного жанра, всякие там членопианисты, откуда они все взялись? Потому что за ними стояли силы, а их выпечили, потому что их народ любит. Ну или там хорошо относятся. И вот все кинулись, как наживка, вот как в рыбалке, да, на крючок. Опа, и все, власть на крючке. А уже тянут эту рыбу, бьют по удочке, чтобы ее там немножко... Это уже другие люди. А это наживка. Руки другие у этой рыбалки, понимаете? Поэтому может. Я помню, как смеялись, был у меня в гостях когда-то, давно уже, кстати, Александр Ланецкий. Ну, он из Прибалтики аналитик. Грамотные вещи, кстати, выдавал. Может, очень сложно было воспринять, но по прошествии времени, вот вам, пожалуйста. Усик, говорит, будет президентом. Вопрос, что будет решать президент? Все-таки вот одна степень была суверенности в президентстве Порошенко. И смотрите, какая сейчас степень суверенности Украины при президенте Зеленском. А дальше будет еще хуже, ну, то есть меньше этой суверенности. Конечно, он пускай будет президентом. Он будет ходить, чего-то открывать. Его, как обычно, сначала все будут любить, а потом будут плевать. Но он не будет ничего решать. Но нужен новый общественный договор, вот что нужно. Сколько будут билеты на Кличко и Усика в ринге? Нет, я думаю, не будет этого. Спасибо за вопрос.
Нисколько не будет. Хотя там Кличко Владимир говорит, я еще могу боксировать. И Усик говорит, я еще года 2 побоксирую. Все такие боксеры. Все вот смотрят, например, понимаете, в чем дело? Это же спорт. Это вот спорт. То есть Зеленский может не уходить сколько хочет. И эти думают, что не могут не уходить сколько хотят. Но всегда найдется боец мощнее и сильнее, потому что там объективные данные. А тут не объективные в этой войне и в политике. Почему Россия не разрушает транспортную инфраструктуру Украины, как говорил Пасков? Денис спрашивает. Ну, какой-то странный вопрос. Опять-таки, разрушает. Ну как, точечно, узлово, каким-то образом разрушает. Все еще будет, понимаете? И Зеленский, вот смотрите, когда Зеленский намекает на то, что в России будет тяжелая зима, это означает, он будет бить по подстанциям своими этими же дронами, ракетами Фламинго, Штиллермана и всем остальным, там, что там, бегемот. Вот у Украины бегемот, а у России бандероль. Вот эти типа большие дроны, чуть с большим зарядом. И они будут бить. И вот тогда война приобретет другой характер. Ну, то есть... Поэтому все еще впереди, мне кажется. Если это не... Поэтому и надо это все закончить. Ущерб колоссальный по транспортной инфраструктуре. Просто что это пока удается быстро ремонтировать. Как думаете, врачи мучают совесть за свои диагнозы на ВЛК? Роман. Думаю, нет. Думаю, они воспринимают это как выживание, как зарабатывание денег, потому что все равно это вертикали. Все равно там условно там, какие-то 5 тысяч, или 10 тысяч, 15 тысяч. Или как вот брали, например, какие-то несчастные $3000 за какой-то диагноз, какие-то врачи. Это деньги на выживание. А те, которые большие деньги, о которых там известно, такса, это же все равно вертикаль, они передают дальше. А когда ты вроде как дальше передаешь, то уже и не стыдно. Понимаете? То есть так это все работает. Вот ТЦКшник лупит человека, выбивает из него бабки. Но он же часть, причем серьезную, большую часть отдает наверх, себе оставляет вот это. Он как бы разделяет вот это все преступление со всеми. Поэтому там круговая порука, поэтому вот это там, помните, начальницу ВЛК Крупа, ей там поздравляли, руки целовали и все остальное. Андрей, вы заметили, как многие фейки оказались правдой? Да, с биолабораториями вообще потрясающая история. От Анны, ой господи, Тулси Габбард. И так много потом позже окажется тоже другого, но тогда это уже тогда не будет не иметь никакого значения. Вот если бы тогда нашлась бы какая-то сила в США, которая поддержала бы эту историю с биолабораториями. Вы же помните Псаки, эту рыженькую, говорит, это бред, это фейки. Проходит вон сколько лет, пожалуйста, выходит и рассекречивает документы. Что у Зеленского с лицом? Ну а как вы вот думаете, когда столько народу положить? Что, это еще хорошо держится. Еще так, знаете. Ну, а какое может быть лицо? Конечно, он потеряет все свои навыки на этом всем. Столько проклятий от людей получать. Тут он кто-то вспомнит, то и кается, то уши горят. А представьте у него. Скольких он предал цинично, кинул, обманул, убил. Поэтому... А бойцы ВСУ верят во что? Бойцы ВСУ в основном воюют, верят в Бога. Я имею в виду нормальных людей, не вот этих там. И, конечно, верят в какую-то справедливость. Это же выучка, это тоже как бы определенная ограниченность сознания. Верят, наверное, в то, что они защищают, и тут потом будет страна, и они будут иметь вес в принятии решений, как она будет дальше двигаться, строиться, развиваться. Наивно, но без этой веры, и, наверное, так не будет, но без этой веры нельзя воевать. Верят в то, что там, детей еще увидят, жену поцелуют. Верят, вот они вот в это верят. Вопрос, когда возможны выборы в Украине и возможно ли вообще? Юта задает. Юта, спасибо вам за этот вопрос. Я думаю, что это будет главный сюрприз итогов Г7.
главный. Потому что Зеленский разгоняет тему «давай встретимся», а через Виткофа и Кушнера, да или в прямых телефонных разговорах, может вполне себе разогнаться и подняться опять тема «а давайте Зеленского переизбирать». Помните, Зеленский истерил? Как-то говорит, вы хотите меня свергнуть или провести выборы, тогда давайте. И тогда выйдет Трамп и скажет, смотрите, Путин подписывает указ, то есть бюрократически запускает процедуру в воюющей Российской Федерации проводить выборы в Госдуму. Так давай выбирай парламент, давай выбирай себя, Зеленский. И это будет очень неожиданный удар. Все говорят, они к этому готовятся. Нет, они сейчас уже вроде как проехали. Но очень внезапно это вбросится и будет активно продавливаться, и надо будет реагировать. Как реагировать такому потужному человеку, который вон на саммите Г7, который, конечно, он скажет, я всех соплей перешибу, я буду побеждать. Вот так вот. Саша, а ты был когда-нибудь в России? Был один раз в Меловом. Приехал снимать передачу от Луганского областного телевидения, а там это на границе. Я перешел вот так через мостик, без паспортного контроля, без ничего, зашел в магазин, посмотрел, какой-то лимонад там продается, сельский. Нашел 1 рубль на мосту над железной дорогой России и Украины. Где-то забрал его с собой, поносил с собой как сувенир. Ну, в принципе, никогда больше в России не был. Саша, прокомментирую решение от Гааги о Крыме. Геннадий Дигромов. Напомним, что это история про претензии к территориальные воды Украины на момент захваченного Крыма, Азовское море. Короче, вопрос вот, да, проходит... Решение не актуально, но оно нам показывает тенденцию. Оно показывает тенденцию и... Очень интересно, знаете, вывод, какой я сделал? Когда прошло много лет, легче быть объективным. Когда много лет прошло. Когда чуть-чуть, ну вот там начинаются всякие ветры, там, МУС, Международный уголовный суд, вот эти все вещи. А вот когда много лет, немножко смотрят на эту ситуацию, ну так о чем мы тут судимся? Конечно, территориальные воды, там, да, российские воды, украинские. Поэтому вот такое вот, поэтому Гаага, она же тоже может по-разному. Это очень длинные процессы обернуться. Значит, есть обоснование. Если есть обоснование, то есть прецедент. Если есть прецедент, то, извините, подвиньтесь. В международном смысле территории водные, имеется в виду, отсудила российская сторона. 1 рубль вас купила Россия. Во-во! Это вот единственные деньги из России, которые я держал в руках, вот, которые я заработал, не знаю, взял, нашел, как правильно сказать. 1 рубль. И мне так понравилось, там, рубль, ничего себе. Там же гривни, копейки. Они же тогда копеек было много, они ходили. То есть можно было за копейки рассчитываться, там, билет покупать. Еще это давно было. То есть я там, сравнил. Вот рубль, а тут копейки, ничего себе. Интересно было тогда. Молодой был. Так бы не взял бы, конечно, этот рубль сегодня. А вы что? Сразу сказали бы, все, финансируешься. Рубль, понимаете? Ну, это, конечно, шутка, юмор. Так. Потери Украины в среднем 1300 в сутки, 365, 470 человек в год. Если война до 2030-го, 470, 1 900 000 мужчин, украинки, останетесь Зеленского, останетесь без мужиков. Спасибо вам за подсчеты. Но они не будут работать, потому что официальные потери 54 000. Пишет Татьяна, неправда, человек всегда отвечает за действия, даже под давлением он мог сказать, я уволилась, хотя мне в клинику очередь стояла, просто начальница обманывать заставила, сменилось начальство. Смотрите, вы уволились, а куда идти? Ну, куда идти ТЦКшнику? Куда идти там вот этому врачу, который, куда, на какие зарплаты? На фронт тоже берут врачей, тоже загребают, они военно обязаны. Поэтому тут каждый, я имею в виду, оправдывает сам для себя. То есть вопрос же был, как будут они, будет им стыдно, не будут? Мне кажется, что нет. Саша, привет, у нас 4:30, очень рада, что ты в эфире. Привет из Сибири. Привет вам в Сибирь. Татьяна Воробьева, спасибо большое. Так,
Так, спасибо вам. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на сегодняшнем шуме. Будем смотреть, конечно, за происходящим, наблюдать. Но я думаю, что очень много хорошего, или как важного и стратегического, мы узнаем спустя пару дней после G7. А еще больше мы узнаем после того, как все-таки Трамп додавит сделку с Ираном, которую там Израиль будет срывать, бомбить Ливан, вот это все. Но вот когда там уляжется, угомонит там Трамп Нетаньяху, Нетаньяху говорит, я пойду на выборы. Может, Нетаньяху переизберется и успокоится. Тоже вариант, понимаете? Поэтому, я думаю, мы узнаем на следующей неделе гораздо больше про этот Г7. И то, что действительно важно. Потому что глобалистская пресса пишет сейчас вот ту, что Трамп, смотрите, вот он переобулся. Но Трамп, ну, знаете, как есть песня «Шелест ночью, шелест днем» разный. Вот Трамп тоже ночью днем, ночью разный. Трамп днем, Трамп ночью разный. В любом случае, всем большое спасибо за сегодняшний эфир. Хорошо пошумели. Добра и света.